все не понимают, что я хороший, а я-то хороший, исчадие ада и ЦРУшник. Ну, честное слово. То есть вот это все, вот это Россия, political science. Там это пиво, сосиски, жизнь. И вдруг полезли пиндосы. Скорее бы началась ядерная война, чтобы всем было так же плохо, как и мне. О том, что геи существуют, я узнал из сериала «Санта-Барбара». Родитель номер 1, родитель номер 2 и родитель номер 3. Была тема, что я понравился жене ведущего. Это передергивание. Это не передергивание. Глупость или измена. Российские власти, вот это по-настоящему страшно. Кто такие вовики? Навсегда они остаются подполковниками. Еще не читали, не слышали, но уже запрещаем. Я как ветеран арабо-израильского конфликта, ну можно ли сравнивать Газу с Мариуполем? Ну, конечно, можно. Во всех войнах все было сложно, а в этой все просто. Камон, это несправедливо. Миша, Да. по меткому замечанию кинокритика Пронченко, ты самый знаменитый студент Еля прямо сейчас. И прямо сейчас твой последний здесь день. Да. Как ты провел это время? Я очень хорошо провел здесь это время, при том, что я, конечно, не студент. А кто ты? Fellow. Я даже не знаю, как это. Этот парень. Ну да, я просто паренек. Fellowship – это такая как бы стипендия для тех, кто уже не студенты, а уже великовозрастные. И у меня был fellowship на полгода. Это такая программа, на которой учился Навальный 15 лет назад. Еще там Вакарчук сколько-то, 11 лет назад. И Сергей Лагодинский учился вместе с Навальным. «Учимся играюще» называется. То есть особенно ничего делать не нужно, но очень много всего нужно делать при этом. И можно брать любые курсы. Что ты взял? Я взял самые странные курсы. Я взял театральную режиссуру, Art and Craft of TV Drama. То есть сценарное мастерство телевидение, телесериалов и историю ЛГБТ-движения. То есть это как будто намечает твой будущий путь. Нет, ты снимешь сериал про ЛГБТ-движение. Мне очень хотелось какой-то воук настоящий курс. То есть раз американское образование Трамп его клеймит за то, что оно очень воук, мне хотелось посмотреть изнутри на воук-культуру, конечно же. И не хотелось очень ничего, к чему я уже имею какое-то отношение. То есть вот это все, вот это Россия, political science. Уже это могу преподавать. Сколько это стоило? Мы все завистники. Ничего не стоило. Это же нужно, наоборот, мне платили стипендию. Как так получается? Заходишь на сайт, отправляешь заявку. Потому что я слышала, что такое примерно fellowship на год стоит около $60 тысяч. Не, смотри, это наоборот. Это был такой Михаил Муравьев, который был губернатором Северо-Западного края при Николае Первом, который говорит: я не из тех, кого вешают, я из тех, кто вешает. Как бы откуда же... Нет, я не из тех, кто платит за... Откуда деньги? Нет. Подаешь заявку, они там рассматривают сколько-то, 60 тысяч или там 6 тысяч, ну сколько-то тысяч заявок, и выбирают штат человек. Меня это больше всего радует, то, что ты живешь, и потом снова в школу, и главное, у тебя снова одноклассники, и вот как бы и они все банда друзей. У меня теперь банда друзей из Габона, Китая, Грузии, Израиля. Офигеннейшие люди. Девушка, полицейский офицер из Пакистана. Вау. Да, другая девушка, бывший вице-спикер грузинского парламента, другая девушка, бывший член Кнессета. И это как бы на самом деле главная фишка. То есть ты больше учишься от своих одноклассников, чем от всего остального. Хотя всего остального тоже много, но много приходится как бы преподавать, там, ходить на разные мероприятия и там выступать. Но, что самое интересное, подрывать режим, свергать правительство, участвовать во всемирном заговоре и все остальное не учат. Потому что примерно в момент, когда меня зачислили на этот курс, Министерство юстиции Российской Федерации, привет ему, кстати, объявило Ель нежелательной организацией за то, что она подрывает устои какие-то скрепные. Все, что тут происходит, нежелательно крайне. При том, что у нас прям был клуб людей, которые приехали из авторитарных стран или из стремительно превращающихся в авторитарные. Вот я, грузинка, израильтянка и армянин из Турции. Он один из немногих армян, членов парламента Турции. Он тоже in exile сейчас живет, но вот мы были клуб жертв диктатуры или борцов с диктатурой. Это, кстати, вопрос, как ты себя идентифицируешь, жертва или борец? Нет, я идентифицирую себя вообще скорее как наблюдатель, а как историк диктатуры. Вот так, наверное, я должен себя идентифицировать. Скажи, Гордеевой, скажи,
Миш, я, во-первых, тебя поздравляю с тем, что наконец закончил книжку, которую писал 6 лет, и за это время сменил 2 страны проживания и успел еще одну книжку написать. И я тебе предлагаю поговорить и о новой книге, и о том, какой путь ты проделал за эти 6 лет. Согласен? Давай. Живая открытка. Индонезийский рай, который ощущается как фантазия. Так этот остров описывают в свежем рейтинге от TripAdvisor, где он занял 2-е место в списке лучших направлений для путешествий. Речь, конечно, про Бали. Пока туристы едут сюда за пляжами и премиальным отдыхом, инвесторы получают рекордную окупаемость от аренды благодаря высокому турпотоку и круглогодичному сезону. Чтобы зайти на этот привлекательный рынок безопасно, важно выбрать правильного партнера. Например, Break Property. Они строят и управляют объектами на острове уже 10 лет. И прямо сейчас у Break Property есть 2 объекта на этапе старта продаж по лучшим ценам. Первый – Elysium – комплекс апартаментов, лофтов и вилл с видами на океан и рисовые поля. Это концепция «город в городе» с полной инфраструктурой, коворкинги, фитнес-клуб, сауна с ледяной купелью, видовый ресторан на крыше и прогулочные дорожки. Все сдается под ключ. Умный дом, крафтовая мебель, готовый сервис. Условия для входа очень гибкие. Рассрочка 0%. Первый взнос 15%. Ориентир доходности от аренды 14% годовых в твердой валюте, а также рост цены актива в процессе строительства. Ну а второй проект для тех, кто ищет премиальную приватность – Эдем 2 в Нуса-Дуа. Это самый престижный и спокойный район острова. Рядом Кемпински, Ритц-Карлтон, Булгари и гольф-клуб мирового уровня. Виллы в стиле греческого Санторини, белоснежная архитектура, приватные бассейны, собственные хамам и термы. Однокомнатная вилла принесет владельцу около $22 тысяч за год на аренде. Плюс потенциал роста цены за время стройки до 35%. Почему это безопасно? Застройщик и управляющая компания Break Property на рынке с 2016 года, и они партнеры Marriott. Работают в формате полного цикла. Сами строят, сами производят мебель и сами заселяют. Но главный гарант надежности – то, что в стоимость уже включено страхование от швейцарской компании Цюрих и гарантия на постройки до 20 лет. Свободных юнитов становится меньше с каждым месяцем, а цены растут по мере готовности объектов. Переходите по вот этому QR-коду или ссылке в описании, чтобы получить журнал недвижимости с ценами и детальный финансовый отчет окупаемости под ваш бюджет. А по промокоду Гордеева можно получить специальные условия по рассрочке или скидку при полной оплате. Ради чего ты сюда пошел? Зачем тебе это? Во-первых, очень дорого жить в Америке. Но у меня нет никакой работы. И когда я увольнялся с телеканала «Дождь», я пообещал себе, что у меня никогда не будет начальников. Потому что, Синдеева идеальный человек. Просто невозможно придумать начальника лучше, чем Синдеева. И я подумал, что если Синдеева у нас не получилось, наверное, уже я туда не пойду. А потом, когда я уезжал из Москвы в феврале 2022 года, и мне нужно было распускать студию и всех сотрудников, которые у меня работали, я подумал, и вот теперь второе правило. У меня никогда не будет подчиненных, потому что это то же самое. Это, такой же уровень зависимости. Ты отвечаешь перед этими людьми все равно, точно так же, как перед начальником. Поэтому я выбрал себе такой образ жизни, когда я пишу, и у меня нет никакой работы, кроме преподавания и написания. Очень много разных фellowship в Америке есть. В разных университетах можно пойти, или не только в университетах, но чаще всего в университетах. И тебя возьмут на стипендию, чтобы ты что-то делал. Как правило, это бывает под какой-то ресерч. Например, дают тебе задание, или ты обещаешь, что я за эти месяцы напишу статью или книжку. А ты еле что пообещал? Берут. Эта программа не требует никакого ресерча. Миш! Но это не я ее придумал. Она существует. Сколько тебе платили? Довольно мало. Стипендия $5000. Если я не путаю ничего, по-моему, $5000. В месяц? В месяц. В Америке это очень мало. И плюс они тебе еще жилье дают? Да. И кормят? Нет, не кормят. Хоть не кормят. Нет, за все нужно платить, да.
Вот это мой колледж. Сейчас я объясню, как устроен Ель. Как Хогвартс. Так. В Хогвартсе 4 дома, да? Там 4 команды. Вот это Пуффендуй и Гриффиндор. Ты за кого, кстати? Ты знаешь, я никогда не задал себе этого вопроса. Черт его знает. Ну, я у тебя задаю этот вопрос. Ты за кого? Блин, за Слизерин, что ли, наверное? Ну, просто за Гриффиндор как-то неинтересно. Просто, знаешь, я не читал никогда Гарри Поттера. Я посмотрел два раза по кускам, а потом в какой-то момент я решил посмотреть все как сериал. Как раз когда я переезжал в Америку, у меня был тяжелый моральный переезд, поэтому я лежал на диване и посмотрел целиком Гарри Поттера. То есть ты за Слизерин? Я просто думаю, что не классно болеть за фаворита, который и так побеждает. Ну, побеждает Слизерин. Побеждает Слизерин? Да нет, Гарри Поттер побеждает. Наверное, кто-то из них классный, но я вообще ничего про них не помню. Наверное, я бы выбрал кого-то из них, да. Потому что, нет, Слизерин немножко... Не, все, слово сказал, ну, хорошо, воробей, да. Стой, можно менять. Это же не это паспорт даже. Меняться вместе с линией партии. Наоборот, почему вместе с линией партии? Как раз линия партии не меняется, а тут ты как бы пожил, понял, что ошибся, вот как бы оправил. Перешел на другую сторону. Можно, ты можешь болеть за разные футбольные команды. Нет. Я просто не болел никогда. Я понимаю, что ты там за Ростов, Россельмаш. Ну, Россельмаш уже это когда да, было, сейчас Ростов. Сейчас я болею за Ювентус. Ага. Вот. А я не за кого не... То есть, нет, я могу про теннис можем поговорить. Но а ты за кого, мой колледж, кстати? За Алькараса. Не за Синнера. Это мой колледж. Он называется Трамбл. Один из, по-моему, 14 колледжей. Вот, это как 4 дома в Гарри Поттере, в Хогвартсе. Здесь их 14. Это не факультеты, это именно как бы общежития, где живут студенты. И каждого студента приписывают к какому-то колледжу. И обычно они вот тут живут. Вот это библиотека. И вот как раз вот это здание, это столовая, где они, как в Гарри Поттере, едят за огромными столами. Так вот, в отличие от студентов, я должен, если бы захотел сюда приходить и есть, я должен был бы платить. Почему Америка в итоге? Потому что я говорю по-английски. Потому что, смотри, переехал из России в Германию. Очень осознанно. Потому что я подумал, что единственная страна, которая может дать документы тем людям, у которых нет никаких документов, кроме российского паспорта, и как-то не будет вышвыривать, это, наверное, только Германия. Когда я работал, например, на телеканале «Дождь», и нас закрывали и выкидывали из всех кабельных сетей, единственные зарубежное правительство, которое было в курсе и которое интересовалось нашей жизнью, это была Германия. Я несколько раз меня приглашал посол, он тогда был министром Штайнмайер. Я встречался со Штайнмайером. Когда приезжала Ангела Меркель, меня пригласили на встречу с Ангелой Меркель, которая заговорила со мной по-русски и сказала мне буквально: «Михаил, спасибо вам большое, я люблю смотреть телеканал «Дождь». И я как бы выпал в осадок, и все присутствовавшие отечественные правозащитники и диссиденты тоже. Но это было круто. У нее отличный русский язык, просто вообще феноменальный. Вот из этих некоторых фактов я сделал вывод, что если где-то как-то... У меня просто никаких паспортов до сих пор нет. Я поэтому поехал в Германию, и там было все классно, очень хорошо. Всех уговаривал переезжать, многие очень мои друзья переехали в Берлин. А потом вдруг я понял, что очень классно, но без языка ты никогда не интегрируешься. И ты, я буду обречен жить в русскоязычном гетто, а мне хотелось чего-то больше. То есть интегрироваться в экспатскую какую-нибудь англоязычную среду, вот это все говорят по-английски, все, но не все. Поскольку я пишу для Шпигеля, я несколько раз периодически ходил на какие-то вечеринки Шпигеля. Самый первый раз со мной все говорили по-английски. А второй раз, когда я уже пришел, уже все такие: ты уже ж не первый раз, уже все, давай. И все по-немецки. Блин. Сколько ты продержался в Германии? 1,5 года. Это правда, что в какой-то момент вы жили в удивительной конфигурации? Ты, твоя бывшая жена Майя, ваша дочь Лиза, Жан-Мишель, и это все в одной квартире? Да, это была прекрасная конфигурация. Я считаю, что это самая настоящая, самое, что ни на есть Modern Family. То есть это family твоя, это твоя семья? Это было by design. Это не бака-фича. Это так мы и планировали. Угу. То есть, когда мы переезжали из Москвы, я в этом был
план, что переезжать проще и правильнее, и легче как бы в ковчеге, а не отдельными лодочками. Поэтому, да, мы переехали, я снял большую квартиру, в которой мы жили все вместе. Если я говорю слово «семья», перед глазами у тебя ровно вот эти вот люди. Да, у меня еще есть родственники в Москве. Сестра у тебя есть? Да. Мама умерла? Мама умерла. Насколько близкие отношения у тебя были с мамой? У меня были очень близкие отношения с мамой, потому что мои родители развелись, когда мне было 7-8 лет. То есть я из классической советской однополой семьи. Мама и бабушка были моими родителями. Отец тоже появлялся. Но... Он появлялся? Конечно, нет, мы с ним до сих пор на связи. И да, с мамой у нас всегда были очень тесные отношения. При этом мама безумно много всегда работала. После 90-е, тра-та-та, вот это все. И у меня всегда было ощущение, что первое, что я должен сделать в жизни, это перехватить у нее необходимость содержать семью. И поэтому с какого-то момента, сейчас мне это кажется, моя мама стала моей дочерью. Такие какие-то отношения, она никогда там не вышла замуж после развода с моим отцом. Потому что она любила тебя или потому что она любила папу? Я не знаю, но в некотором смысле, наверное, правда, что я стал каким-то мужчиной. Мы были с сестрой, но я был... А сестра старше тебя? Сестра старше меня. Потом просто последние несколько лет у нее начался Альцгеймер. Отвечаю на твой вопрос про насколько мы были близки. Мы были всегда очень близки, но просто когда у человека начинается Альцгеймер, ранний довольно Альцгеймер, это коренным образом меняет отношения. Ты уже другой человек. Уже те разговоры, которые тебе хотелось бы вести, уже невозможно вести. Но несмотря на это, мы с ней до самого конца созванивались. Она уже забывала слова. То есть по-прежнему не было никаких вопросов с тем, что она там узнает, не узнает. Она, конечно же, всех знала, все прекрасно понимала. И мне не приходило в голову, что... то есть это не было вопросом для меня, что она еще будет долго жить. От чего она умерла? Быстро прогрессирующий Альцгеймер, который усугубил ковид. Не ее заболевание, а изоляция. Когда она оказалась одна в своей квартире на протяжении полугода или больше, от недостатка общения у нее вдруг, это естественный процесс, она стала сильно терять и в речи, и вообще в каких-то когнитивных способностях. Потом, собственно, война и мой отъезд. Я просто помню, что у нее день рождения был 21 февраля. Собственно, мы его праздновали за 3 дня до начала войны. Последнее сообщение в WhatsApp, которое от нее у меня есть, оно после ее дня рождения. То есть там что-то она мне пишет, что спасибо, очень классный вечер, доехал домой хорошо. Я вызвал такси. И я помню, что я прихожу, я смотрю, читаю ее сообщение, и тут у меня видео, это заседание Совета Безопасности, где Путин, Нарышкин и это вся. И это последнее сообщение, которое я от нее получил, потому что она после этого уже не могла писать. У нее тряслись руки, она не могла больше попасть по кнопкам. Но мы виделись, мы много раз виделись после этого. Она приезжала в Латвии, в Турции, в Армении, в Германии. Но при этом главный мой ужас было ожидание того, не придут ли к ней, например, с обыском. Были какие-то моменты, когда я организовывал так, чтобы она уехала с двоюродной сестрой в санаторий, чтобы ее в ближайшие недели какие-то не было по месту прописки. И когда появились новости по поводу уголовного дела, ее квартиру стали штурмовать сотрудники телеканала НТВ. И это было прямо такое. Но у этой микроистории есть хороший конец, потому что никто из соседей с ними не стал говорить. Их не пустили консьержки. Не то чтобы соседям есть до меня дело, и они как-то ко мне относятся. Просто я думаю, что для них всех это совсем уже зашквар и совсем днище участвовать в травле против
пожилого человека. Это они же останавливали твою сестру на улице и задавали ей вопросы? ТВшники, да. И, в общем, это был мой такой длительный страх, что делать, как обезопасить маму, которая при этом не очень уже могла путешествовать. Ну, то есть она в какой-то момент стала отказываться выходить на улицу гулять. И при этом она там забывала слова, но в какой-то момент она могла во время видеозвонка сказать: «Ну что, когда ты нам организуешь следующую поездку?» Произносит она длинное развернутое предложение, при том, что в целом она может отвечать «да» или «нет» на вопросы «хорошая ли погода» и все. Но вот на тему будущей поездки за границу, чтобы мы встретились, у нее было такое. Бывали озарения. А потом она дома упала, села мимо дивана и сломала шейку бедра. Сначала нужно было найти место, куда бы ее положили, потому что, конечно же, никто не делает операции на шейку бедра людям, у которых Альцгеймер. Ну, зачем им? Ну, как бы все равно уже же. И нужно было найти больницу, куда ее возьмут. Потом мы нашли больницу, у нее нашли язву. И нельзя делать операцию, нужно сначала залечить язву, а потом нужно уже скорее все делать, потому что если долго лежит, то пролежни. И у меня был приговор в день, когда я делали операцию. Проснулся рано, потому что хотел проверить просто, как прошла операция. Открываю, а у меня 100 сообщений. И я в ужасе от того, почему 100 сообщений. Открываю первое, и там какие-то поздравления. Молодец, там что-то, ура, так держать. Лег спать приличным человеком, а проснулся законченным уголовником. Я как бы не понимаю, что происходит. А оказывается, вот пока я спал, меня приговорили к 8,5 годам. Но, в общем, и операция в это же время прошла тоже хорошо. А как ты относишься к тому, что поздравляют с этим? Наверное, защитный механизм. Тут что? Тут можно или плакать, или смеяться. Лучше, наверное, смеяться, чем плакать. У меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я не расстроился, я не... никак. У меня видимой какой-то в жизни реакции у меня нет. Но сейчас я давай про маму закончу. Собственно, сделали ей операцию, и дальше нужно было научить ее ходить снова. Оказывается, человеку, у которого Альцгеймер, очень трудно научить его ходить, потому что нет памяти мышц, и она как бы не помнит, что именно нужно делать, чтобы встать, например, или чтобы пойти. И она пошла. То есть и потом как бы спустя... То есть ее подняли на ноги, и она там начала уже делать шаги. И потом просто во сне сердце. То есть она умерла во сне? Умерла во сне. Какая счастливая смерть. Я знаю, что ей было очень плохо, потому что она понимала все, что она больше не может. И все, что она больше... То есть она, правда, очень как бы страдала из-за того, что она понимала, что с ней происходит. И это было тяжело. И поэтому в этом смысле это счастливая смерть. А все, что с тобой происходит, она понимала? Я не знаю. Я думаю, что она понимала, что меня нет, что я как бы не в России. Я не думаю, что она понимала что-то про войну. Когда я был военным корреспондентом, мне кажется, она не очень переживала по поводу того, что где-то я на войне. Ей всегда казалось, что российские власти вот это по-настоящему страшно. Когда я уже стал на «Дожде» работать, она куда больше стала переживать, а после этого еще больше. Она сказала: только с этим не нужно. Ну, ты не понимаешь, насколько это страшно. Она ничего, конечно, не знала про уголовное дело. Ну, потому что уже она телевизор не смотрела. Новостей, я думаю, про войну она, наверное, не знала. Потому что мы с ней не говорили, новостей она не видела. Но да, она догадывалась, что что-то не то. А как такая антисоветчица вышла замуж за человека, который сотрудничал с КГБ? Что значит сотрудничал? Он не сотрудничал. Он закончил высшую школу КГБ. Ну, я так понимаю, что он не был таким матерым КГБшником, да? Он был дешифровальщиком, твой папа. Мой образ, что он был как Бенедикт Камбербэтч в фильме «Энигма». Да. Был математик. У меня в книжке, которая называется «Темная сторона Земли», которая у меня только что вышла, там это как раз после смерти мамы, я вдруг понял, что у меня как бы есть вдруг моральное право написать какие-то части из истории своей семьи и своего детства, потому что это будет даже полнее, это объяснит, почему я решил написать эту книжку. Я никогда бы, конечно, не решился писать об этом, если бы мама была жива,
А когда она умерла, я наоборот вдруг подумал, что я прямо должен. И там есть главная, наверное, история, ради которой я начал писать вот эти куски про семью. Это мамина история про то, как она сидит под столом, ее папа пьяный бьет ее маму, она прячется и думает про себя, что скорее бы началась ядерная война, чтобы всем было так же плохо, как и мне. А отец, он пошел после школы, его как победителя Всесоюзной олимпиады по математике, сразу ему предложили после школы идти не в науку, как он собирался, а, как он называл? В контору. В контору. А ты с ним обсуждал его появление в твоей книге? Нет. Ты ему скажешь? Мы с ним не так часто разговариваем, к сожалению. А какие у вас отношения? Мне трудно говорить про это. У нас с ним, к сожалению, не такие плотные отношения, как нам обоим бы хотелось. Я вот сейчас думаю, а могу ли я про кого-то, включая собственного отца, говорить, как у нас с ним общение происходит, при том, что я вот как бы тут и уголовник, а он не тут. Я знаю, что он хотел бы со мной общаться чаще, чем мы общаемся. И я бы тоже хотел. Но есть какая-то во мне преграда. Я думаю, что вот сейчас я тебе про это расскажу и возьму, и, может быть, это в себе преодолею. А как ты узнал, что он работал на контору? В какой-то момент, когда я стал уже побольше, это было уже после развода родителей, он мне рассказал вот эту историю про детство, про то, как его приняли в высшую школу КГБ, и вот это все. Там была очень интересная деталь, которую ты тоже в книжке пишешь, что сперва он жил со своими родителями, и из этой семьи его забрала учительница математики и вот воспитала его вот такого крутого математика. Это довольно странно звучит. Я думаю, что она не забрала его из семьи. Я думаю, что она увидела в какой-то момент, насколько у него неблагополучная ситуация в семье. Это была нередкая ситуация в постблокадном, послевоенном Ленинграде, когда взрослое население очень сильно выпивало. И мне кажется, что родители моего отца, они прям бухали. Забили, прям бухали, да. И в этом смысле, мне кажется, его школьная учительница его как-то так подобрала, видя, что хороший мальчик пропадает. А потом эта ученица присутствовала? Элеонора Эмильевна, она была матриархом. Я просто помню у моей бабушки, собственно, у папиной мамы, которая в более молодые годы бухала, а потом перестала. Его папа умер в раннем возрасте, до моего рождения. А бабушка, у нее была дача. И мы ездили летом на дачу под Ленинградом. И всегда, когда были какие-то общие сборища, всегда на них присутствовала Элеонора Эмильевна. И она, она и вела себя, и к ней все относились как к такому священному гостю. И для отца она, конечно, была всегда... я не знаю. Трудно сравнивать, кого он любил больше, но ее он невероятно почитал. Она была просто обожаемой mother figure. Твой отец родился в том же городе, в тот же день, что и Владимир Путин. И самбо и дзюдо. А еще занимался восточными единоборствами. Да. Но это может быть даже, мне кажется, менее важным, чем то, что, на мой взгляд, люди, родившиеся в 50-е в Советском Союзе, это вот тот самый образец советского человека. Они уже не помнят тех, кто был до этого, то есть они не помнят тех, кто не видели уже в глазах тех, кто родился до революции, и что-то помнил. И они представляли собой вот квинтэссенцию советского человека, который соблюдает все ритуальные... Вообще уже ни во что не верят. У меня этого куска нет, например, в английской версии, но я его вписал в русскую, в русскую версию книги. Мне кажется, это очень супер показательная история. Мой отец рассказывал мне про вовиков. Кто такие вовики? Это Ленин, что ли? Вовики. Нет? А что это? Я думала, что звездочка октябрятская. В Советском Союзе невозможно купить ничего. Мебель, холодильник, машина. Но, например, если нужен тебе какой-то кухонный гарнитур или шкаф, то можно найти Вовика, ВОВ. Это аббревиатура Великая Отечественная война. Ветеран войны. Находишь на улице и за бутылку Вовика есть льгота.
И он без очереди может себе купить вот этот холодильник или шкаф. И за бутылку Вовик ставит в очередь, и вот это все проворачивается. И я просто помню эту историю, как мне рассказывал ее отец. Ну так, знаешь, весело. Не то, что почтения никакого не было к вот этим обильно присутствующим в жизни ветеранам. Их было много, и они довольно-таки влачили жалкое существование. Многие из них, если за бутылку водки можно было ими воспользоваться. Сейчас, когда примерно весь мир пытается понять, что происходит в голове у Путина и каким образом с ним можно разговаривать. Знаешь, у меня есть проблема в том, что я, когда вижу выступление Путина, я узнаю Отца. мимику и шутки, все шутки. Вот этот тип анекдота или тип какой-то вот этой ухмылки, прибаутки, я просто узнаю. Это такой советский тип циничного человека, который ни во что не верит и точно знает, что Бога нет. Да, у моего отца есть он мне рассказывал в детстве классная фраза, что я, говорит, могу поверить во все. В этом мире может быть все, кроме Бога. А еще что? Ну, я думаю, что на все наплевать. Вот есть что-то, на что не наплевать, да все остальное абсолютно наплевать. В этом смысле мой отец не Путин. У него другая очевидная система приоритетов. Он никогда не сделал никакой карьеры. И он ушел из органов в 90-м или 91-м году. Ну, этих людей же еще объединяет то, что их жизнь абсолютно сломала перестройка. То есть у них был вот этот трек, институт, комсомол, партия. Большую часть их жизни над головой висел каменный потолок, который находился вот здесь вот. То есть было понятно, что не просто социального лифта не будет никакой даже ступенечки социальной, потому что условное военное поколение, то есть вот это поколение их отцов и даже чуть старше, им было по 30, а у власти были те, кому за 60. И они навсегда. И эти люди, которые прошли войну, не собирались, брежневское поколение, не собиралось отдавать никогда власть. А там за ними уже их подпирали следующие. А эти были вообще навсегда они остаются подполковниками. У Путина же ровно такая история. Очень интересный момент из его жизни, который больше всего о нем говорит. Я очень сильно сомневаюсь во многих историях, которые он рассказывает в книжке «От первого лица» Геваркян, Колесниковой и Тимаковой. Но одна история точно не выдуманная. Про то, как ему предлагают, он может еще на год или на 2 поучиться дольше, и тогда он станет настоящим шпионом и поедет в ФРГ. Как герой фильма «Щит и меч». А можно прямо сейчас ехать в ГДР. И, конечно, как нормальный советский человек, он выбирает прямо сейчас за границу. Какая там карьера, там пиво, сосиски, вот эта жизнь. То есть у твоего отца ресентимента нет? Мой отец, мне кажется, мне от этого во многом чуть-чуть сложнее стало с ним общаться. Он, когда ушел на пенсию, он стал... может быть, общаться со своими друзьями больше. Я вдруг, когда один раз от него услышал вот это все, про пиндосов, про мировое правительство, и откуда у него это все взялось, у него вдруг полезли пиндосы. И вот это все. Я думаю... Почему их учили в школе? Да ничему их не учили в школе. Я не думаю, что они правда в это верили. Я думаю, что это было, как 25-й кадр, да. Мой отец рассказывал мне, или, может, мама рассказывала про него. Если ему не спалось и нужно было срочно уснуть, он открывал устав коммунистической партии и через минуту засыпал. Тебе важно было доказать отцу, что ты стоишь того, чтобы тебя любили? Я удивительным образом много раз задавал себе вопрос, кому конкретно я всю жизнь пытаюсь что-то доказать. Это один из самых непонятных для меня вопросов. Я, очевидно, всю жизнь пытаюсь кому-то что-то доказать, то, что я не такой, как они считают. Вот они все не понимают, что я хороший, а я-то хороший. А кому я пытаюсь это доказать, я не понимаю, потому что точно не родителям. Мне никогда не нужно было ничего доказывать маме. Мама тебя любила, безусловно. Да. Бабушка? Да. Другая бабушка? Да. И отец? Ты Или знаешь, сестру любили побольше? Нет, меня больше, к сожалению. В какой-то момент мне стало казаться, что это немножко несправедливо по отношению к ней, потому что я, маленький Миша, а, ты уже взрослая, давай. У нас сейчас совсем другие отношения стали.
как мне кажется, сейчас она стала моей младшей сестрой. Но, короче, я не понимаю, я точно никогда ничего не хотел доказать отцу. Мне было очень просто, как мне кажется, сделать каминг-аут родителям. Это страшно будет сейчас как-то звучать, но я не переживал по поводу их реакции. Я понимал, что как бы, у них типа нет выбора. Они не могут меня не принять. Я и так с ними немного уже общался. То есть мне было 30 лет, было много работы, и в этом смысле было ощущение, что им нужно, им хочется со мной общаться больше и чаще, а у меня нет на них времени. Поэтому тут как бы, если бы они меня вдруг не приняли, они бы... то есть я понимал, что они от меня зависят больше, чем я от них. Не, это суперуверенная позиция детская, прям завидую. Детская, в смысле, 30 лет, своего маленького внутреннего лет, ребенка. Да. Но реакция моего отца была офигенная. А что он сказал? Он вспомнил своего друга, сослуживца, которого я тоже помнил по детству. Говорит, помнишь дядю? Говорю, помню. Он тоже. И что? Какая разница? Главное, чтобы человек был хороший. И я, честно говоря, офигел от вот этого. Потому что в моей голове он куда более был таким жестким человеком. А тут он проявил себя как человек, которому на все наплевать. Слушай, я сейчас включу своего внутреннего Володина и задам тебе пару вопросов, которые могут показаться идиотскими, но я думаю, что они есть у всех людей. До какого возраста ты чувствовал, что ты такой, как все? А в какой момент ты изменился? Как это происходит? Я переверну сейчас ответ на твой вопрос. Однажды у меня был разговор с моей знакомой, которая работала с Володиным. И я у нее, как журналист, во время разговора с источником, у нее и спрашиваю, а вот ты ж поговаривают про Володина, ходят такие странные слухи, будто бы... На что она мне дала очень странный ответ. Она говорит, ты знаешь, если бы даже да, он никогда себе ничего не позволит. Потому что для него карьера намного важнее. И это не близкая моя подруга, которой у нее не было в планах со мной откровенничать. Но вот эта формулировка мне показалась интересной. Короче, я никогда не мог себе представить, что моя жизнь может быть такой. То есть, что я могу быть геем. Потому что это, это проклятие, это страшно, это конец. В «Докторе Живаго», помнишь, в самом начале там разговор в поезде, и друг детства Юры, Миша, кажется, его зовут, он рассуждает, неужели люди могут осознанно выбрать быть евреями? Это же так ужасно. Кто выберет по своей воле стать евреем? Это же конец света просто. Это было мое всю жизнь ощущение, что выбрать себе такой путь в жизни, это значит обречь себя на абсолютное аутсайдерство во всем. Можешь ли ты выбрать себе быть проклятым всеми? То есть так ты себе представлял? Абсолютно. О том, что геи существуют, я узнал из сериала «Санта-Барбара». Он начинался с того, что в семье Кэпвеллов трагедия, убили сына. И они там все расследуют в какой-то момент, как его убили. И выясняется, что он был геем. Это несмываемый позор для всей семьи. И слава богу уже, что его убили. Потому что это какой кошмар. То есть, видишь, даже для либеральной, казалось бы, Америки, вот это была константа, что сын гей – это не просто горе семьи, это просто катастрофа. И слава богу, что он умер, потому что уже как-то это можно подзамять. А дальше очень все легко. Дальше, если ты выстраиваешь себе какой-то режим, что ты что-то там подавляешь, что-то никогда из себя этого джина не выпустишь. Все, у тебя нет никакого... Но это осознанно было в тебе или неосознанно? Осознанно, неосознанно, подсознательно. Все, ты выстроил себе такие рамки. Нет. Знал ли я в глубине, понимал ли я? Понимал ли ты? Ты видишь себе свою жизнь, ты видишь себя со стороны. А что тебе давало представление о том, что не так ты себя ведешь, как хотел бы? Вот ты видишь себя со стороны. Ты встречался с девочками? Совершенно все это было искренне. Искренне? Да, конечно. И не встречался с мальчиками? Никогда. И мальчики тебе не нравились? Как-то в глубине, может быть, да.
Но одно дело, что ты чувствуешь, другое дело, как ты думаешь, как ты себя должен вести. Ну вот российские законодатели считают, что человека можно распропагандировать, и тогда он станет геем. В каком моменте ты себе Сами себя распропагандируют. Гей-пропаганда работает только на геев. Close этот гей – это гей, который сидит в шкафу и не планирует или там, боится оттуда выйти. Вот на него... таких много? Очень. Примерно все публичные люди, которые являются геями, они, как правило, в шкафах. А которые даже не являются и не позволили себе внутреннему... Ну, да, таких тоже очень много. Но особенно много среди публичных людей, потому что уже трудно перековаться в момент, когда ты уже стал знаменитым. Если тебя уже все знают. Ну, например, не дай бог, ты актер. В тебя влюблены девушки. Если ты вдруг сделаешь каминг-аут, то тебя перестанут вызывать на все роли примерно. А еще хуже, если ты спортсмен. Ну, как бы вообще жесть. Почему? А фанаты перестанут покупать футболки с твоим именем. И ты перестанешь быть самым популярным человеком в Инстаграме. Когда в 2009 году ты женишься на Майе Стравинской, ты про себя думаешь, что ты кто? Я думаю, что я стрейт, конечно. То есть ты думаешь, что ты стрейт, и никаких у тебя до этого отношений или влюбленностей в людей своего пола не было? Отношений не было. А влюбленности? Влюбленности, наверное, были. Все бывают влюблены в одноклассников там каких-нибудь потом. Было. Смотри, поведение, которое ты для себя выбираешь, ну вот эту как бы рамку, потому что иначе ты не можешь жить. Отсюда у меня, конечно, вот эта история про то, что нужно все время всем что-то доказать, она у меня была все время всем доказать, что я не гей. Я вдруг понял, почему я стал военным корреспондентом. Так. Почему я, когда мне был 21 год, поехал в Ирак. И дальше вот это все. Ирак, Ливан, Дарфур, Андижан. Мне нужно было всем доказать, что я не гей. Что я смелый, сильный мужик настоящий. И круче, чем все они. Если у них есть подозрения, то я еще круче вас. И вообще ни одна мысль вам не должна закрасться в голову. Я потратил на это, например, 10 лет своей жизни. Я находился в войне, в прямом смысле слова. А когда случилась точка невозврата? Когда ты перестал мочь сопротивляться сам себе? Это сложно, и смотри, нет... Злые языки говорят, что когда ты влюбился в Рената Давлетгильдеева на «Дожде». Как мы знаем из книги Романа Баданина и Михаила Рубина, которые написали книжку про Путина, это не злые языки, это администрация президента запустила такую кампанию против меня. Там просто... Отношения у вас были? У них описано, у нас не было отношений никогда. То есть ты не был в него влюблен? Я был в него немножко влюблен. Но у нас никогда не было отношений. Мы с ним были очень близкими друзьями, вместе работали, и мы много времени вместе проводили. Но у нас не было отношений. У них в книжке описано, как это все было придумано, и тема про то, что главный редактор телеканала «Дождь» гей, и там они даже внесли правку в Википедии мою про то, что живет с Ренатом Давлетгильдеевым. Это была чисто, не знаю, там, Тимур Прокопенко или кто-то еще. У Баданина это все описано, что это была кампания против «Дождя». Ну, когда Ренат благодарит тебя за камин-аут, что он имеет в виду? Не, смотри, Ренат был открытым геем в момент, когда мы с ним познакомились. Я пришел на телеканал «Дождь» абсолютно застегнутым на все пуговицы. И телеканал «Дождь», конечно же, меня распропагандировал, потому что я увидел много людей куда более свободных, чем я. Я помню, у меня было в какой-то момент, у меня было совещание в моем кабинете. Я смотрю, и я так думаю, что интересно, тут как бы все люди, которые сидят в комнате, все мужчины, все геи. Но про меня никто не знает. Ты уже... Когда ты вот это видишь, то есть пока ты живешь в мире, где это невозможно, где это смертный приговор, где за это казнят, или самоубийство, это харакири, а потом ты вдруг понимаешь, что это не харакири. И у тебя начинает все в голове переворачиваться. И это долгий очень процесс. А ты еще работаешь на телеканале, который за свободу. И ты верховный жрец. И вы все время несете идею про то, что нужно быть свободными во всем.
И вообще нужно быть толерантным. И это очень важная миссия. А я еще как бы понимал, что я должен быть... я про себя всегда говорил, то, что у меня моя модель работы – это отец солдатом. То есть я должен всегда бежать на полшага вперед, чем все. Ну, потому что я главный редактор, но мне типа 29 лет. Поэтому я не могу быть Кутузовым, но я могу просто бежать очень быстро и показывать направление движения. И я при этом странным образом самый несвободный человек из всех. Потому что пацаны-то не догадываются, а я как бы на самом деле железный человек. Потому что я всю жизнь вковывал себя в эти доспехи. И это как бы такое, типа, чувак, что-то ты делаешь неправильно. И еще у тебя есть ребенок. И ты понимаешь, что это уже не просто твоя жизнь, это жить всю жизнь в тотальной несвободе и в тотальной лжи – это ужасно. И в какой-то момент ты про это начинаешь понимать. Майя сформулировала в тот момент, Майя, твоя жена. Когда мы с ней обсуждали, она мне сказала: правда и счастье. Самое важное в жизни – это правда и счастье. Ну, почему? У нас с ней было много разговоров на эту тему. Я думаю, что это один из тяжелейших разговоров, который может пережить женщина. Ну, это было долго. У нас было много долгих разговоров. Но это было в момент, когда у тебя начались отношения с Кареном Шейняном. Нет, мы с Кареном познакомились через год после того, как мы расстались с Майей. Не было такого, чтобы я выбирал между пунктом А и пунктом Б. Нет, у меня был как бы шаг в пропасть. Исключительно. Когда мы расходились с Майей, у меня я типа в неизвестности. Почему ты не сделал камин-аут раньше? Публично, я имею в виду. То есть вот ваш роман с Кареном. Карен делает публичный камин-аут после вашего расставания, но еще в моменте, например, 2020 года, во время вашего интервью с Собчак, она тебе рассказывает, как все женщины «Дождя» в тебя влюблены, и вы вместе играете в эту игру. Ну, Катя, давай мы не будем делать вид, что мы как бы вообще никогда с тобой не были в России, что мы там не жили, и мы не знаем, как там это все устроено. Я считал, что мой образ жизни – это прям суперсмелость. Совершенно ничего ни от кого не скрывал из людей, с которыми я общался. Любой человек, который меня знал, все знал про мою жизнь. Ты все знала про мою жизнь, не из пресс-релиза Интерфакса, но как бы у меня не было никаких секретов от людей. Для меня, кстати, всегда было удивительно такое искусство владения пиаром, то есть никто в прессе не пишет, а все вроде знают. У меня никогда не было цели выйти, встать на табуреточку и об этом заявить. Потому что страшно, конечно. То есть смотри, я в 2015 году, в конце, доработав до конца 2015 год, то есть там вот эта жесть вся с «Дождем», блокадный скандал, закрытие, переезд на Флакон, и вот все как бы потом все устаканилось, я ушел с «Дождя». Панический период в моей жизни, он как бы вот тогда начался, он и не закончится никогда. Потому что ты знаешь, что волка ноги кормят. Ты теперь должен будешь все время искать себе способ пропитания. Ты теперь сам по себе никогда не получишь зарплату ни от кого. Ну, как бы так... Ну, в принципе, многие люди так живут, у которых свой бизнес. И поначалу это все равно страшно. Но поскольку ты занимаешься, условно говоря, бизнесом, я занимался творческим бизнесом в России, значит, то, что ты все равно зависишь от каких-то людей, которые являются твоими контрагентами, партнерами, рекламодателями. Зовут тебя выступать, не зовут тебя выступать, с лекциями, не с лекциями. Если ты публичный человек, ты зависишь от тех людей, которые как-то о тебе знают. И не знаю, от людей, которые читают или не читают твои книжки. В этом смысле страшно ли сделать каминг-аут и еще раз бросить им всем вызов и как бы их всех проверить, насколько их это смутит или не смутит? Ну, это страшно. Поэтому я думал, что я не обязан, как положено говорить в России, занимайтесь этим у себя дома. Я думал, что достаточно того, что я живу так, как я хочу жить, и ни от кого не скрываю, но специально я никогда не пойду немного лицемерно делать заявление. Знаешь, вот гетеросексуальным людям не нужно делать каминг-аут. Нет такого момента в твоей жизни, когда ты пошла к своим родителям, и у тебя серьезный разговор. Знаете,
мама с папой, я должна вам признаться, мне нравятся мальчики. В Америке есть шутка, что афроамериканцам не нужно тоже, как бы, они тоже как бы меньшинство, но им не нужно делать каминг-аут. Все в курсе с самого начала, что они афроамериканцы. А геям нужно. Как бы, и это какое-то такое усилие, которое некоторым людям приходится делать, а некоторым не приходится. Поэтому, знаешь, я бы не стал судить людей лицемерно, нелицемерно. Ну, я принимаю, это та оптика, которую ты не можешь себя примерить. У каждого по-разному. Кому-то легко, кому-то нелегко. Это зависит от кучи разных каких-то внутренних тараканов, от стартовой позиции. Человеку, который в 16 лет сказал всем одноклассникам, что да, конечно, чуваки, ну вот типа Карен. Карен там, типа, всем своим одноклассникам рассказал, когда ему было, в школе, типа. Как бы, и это большая сила, но при этом, как бы, большая удача. Это другая траектория. Я в силу собственной амбициозности, я очень сильно был заточен на то, что я хочу делать какую-то вот карьеру. Для меня работа – это было всегда самое важное. Внешний образ, как я хочу, чтобы меня воспринимали люди. А потом я как-то по-другому, я вдруг понял, что ничего, если люди меня будут воспринимать по-другому. Правда ли, что Карен колоссально на тебя повлиял? Любой человек, Нет, в смысле именно от того, как делать карьеру, как писать книги, как продавать себя, если так можно выразиться, и как становиться другим, успешным. Знаешь, мне кажется, я на него колоссально повлиял. Но если я правильно понимаю, то расстались вы из-за того, что вы не смогли договориться о том, кто вложил больше своих сил вот в этот вот успех. Знаешь, я очень не люблю шит-ток. И мы очень дружим с Кареном. Вот Карен сейчас у меня, я к нему отношусь как к брату. Может быть, наверное, как к старшему брату. У нас как-то у меня часто было ощущение, что Карен мой такой старший товарищ. Я думаю, что отчасти мы расстались с Кареном, потому что его перестала устраивать конфигурация, в которой я селебрити, а он бэк-офис. Ему в этой конструкции было некомфортно, но и какая-то правда была. Мы с ним познакомились, когда я был главным редактором телеканала «Дождь». Я писал эти книжки, которые я написал, а не он. Я не думаю, что я у него когда-то что-то украл. И он у меня ничего не украл. И то, что мне доставалось больше славы, так вышло. Я настолько много работаю и работал, что мне кажется, что все, что я получал, это было заслуженно. Я понимаю, почему ему было в этой конструкции некомфортно. И в какой-то момент это стало очень, очень болезненно. Он запретил... Не буду про это говорить. Не хочу. Это очень мой близкий друг. А ты вообще не любишь, копаться в отношениях? Я вообще не люблю копаться, не люблю... то есть я уже несколько лет по-разному с разными психотерапевтами общаюсь, и сейчас я уже могу допустить, что в прошлом в отношениях можно покопаться. Но в целом я не до конца еще убежден, что это путь к чему-то хорошему. Мне кажется, что вот это расчесывание каких-то старых ран – это плохо. Шит-ток – это плохо. А шит-током я называю… Любое отклонение от легкого разговора с улыбкой. Нет. Просто я не знаю, где граница между тем, что ты говоришь честно про других людей, и ты начинаешь говорить гадости про них. А еще про многих людей я начинаю думать, что, вот если я кого-то обижу. Если я скажу что-то про Карена, например, или про какого-то еще другого человека, и будет неприятно. То есть каждому из своих знакомых ты хочешь казаться хорошим? Угу. Нет, я хочу... Да, я всем хочу казаться... нет, я знаю, что это не... Камон, это несправедливо. Мы с тобой это сейчас обсуждали. Совершил камин-аут и вышел замуж. И уже этим я понимаю, что огромное количество людей меня, или не огромное, какое-то количество людей меня изначально уже не примет точно, и я с этим уже ок. В некотором смысле я переступил через то, что большое количество людей меня по умолчанию
будут ненавидеть и будут там, типа, присылать мне какие-то адские сообщения Присылают? в директ. Мало. После свадьбы когда я запостил, мы одновременно с Жан-Мишелем запостили фотографии, там, как бы, announcement, новости о свадьбе. И я выключил телефон тогда на 2 часа. Мы ехали в Лиссабон отмечать. И потом, спустя уже выпив какое-то количество, я собрался силами и включил телефон. Я думал, что все, будет конец. И вдруг я увидел, что там как бы вау. Там тысячи каких-то сообщений, и там 99,9% это классные, это поздравления или благодарность. И это продолжалось типа сутки. И через сутки вдруг как будто бы включился тумблер, там как бы выпустили берлагу, и вдруг пришли, примерно там в тот момент Владимир Соловьев сказал, что они сатанисты, Никита Михалков сказал, что там они все показали по всем каналам нас и обсудили на телевизионном партсобрании. И вот как бы запустили. Я думаю, что не все боты, но я думаю, что как бы они слишком одновременно все пришли. И как бы хорошо пришло. Но периодически кто-то приходит, там что-то пишут. Кстати, мне повезло, я как бы никогда не бывает, как правило, гомофобного, нероссийского комментария. Тот факт, что Жан-Мишель темнокожий, никого не оставляет равнодушным. То есть, не знаю, можно цитировать там, забанят... Не хочу, даже, знаешь, вот я могу материться, а вот в этом контексте неприятно. Расскажи про Жан-Мишеля. Как это было? У Жан-Мишеля же очень необычная биография. У него максимально необычная биография. И мне даже не хочется за него его рассказывать. Он напишет книжку про себя. Он пишет книжку? И я надеюсь, что он ее напишет. Писательство – заразная вещь. Кто бы говорил? А? Где твоя новая книжка, а? Сколько ты ее уже пишешь? У меня нет денег, чтобы остановиться и сесть писать. Сколько ты ее уже пишешь? Я ее пишу 2 года. Я последнюю писал 6 лет. Нормально. Ну, ты между ними написал еще книжки, одну. я нет. Нет, я одну писал 6, и внутри написал еще другую, да. У тебя вышло интервью с Аллой Пугачевой за это время. Это, знаешь, за одну Аллу Пугачеву 3 книжки дают. Итак, Жан-Мишель. Жан-Мишель. Я его увидел в Инстаграме. И соцсети невероятный скачок дали всем людям, которые стесняются и не могут себе представить себя заговаривающими с незнакомым человеком. Я один из таких людей. Я не умею подходить и начинать разговор с незнакомым человеком любого пола, любого возраста. Для меня это травма, которую я получил за 10 лет работы военным корреспондентом, когда мне нужно было все время подходить, начинать по-арабски с кем-то разговаривать, обычно с человеком, который через прицел смотрит. И как бы все, я с тех пор... И по телефону я еще тоже вообще не могу говорить. Я не могу разговаривать с незнакомыми людьми по телефону. Я уже придумал разные для себя, каким образом как мне проще говорить по телефону. Я говорю всегда на громкой связи и всегда при этом хожу. То есть я не могу говорить сидя. Я могу только на ходу и вот так вот, чтобы человек был, чтобы не телефон у уха, а чтобы источник звука был далеко. Но, короче, я открывал мобильный художественный театр. У меня был в Москве проект, который, собственно, я запускал в 2019 году. Был спектакль «Мастер и Маргарита», который мы торжественно презентовали. Там Ингеборга Дапкунайте играла Воланда, Юрий Колокольников играл мастера. И, я позвал туда всех возможных и невозможных знакомых, и даже незнакомых. И позвал туда незнакомого, но мы были подписаны друг на друга в Инстаграме. Рассылая веерно приглашение, пригласил и его. Вот, он пришел с подарком. Единственный, кто пришел с подарком, вот так мы с ним познакомились. У него же очень православное прошлое. У него, да, он жил в монастыре. Он жил в монастыре, то есть ничего не подразумевало такого поворота событий.
Какого? Но если человек живет в православном монастыре. То возникают вопросы, зачем он туда пошел? Да, кстати, зачем? Отмолить. А отмолить грех? Да, ну как бы Коваться. Да. То есть это действительно, что если я сейчас буду усердно молиться, исповедоваться и такое прочее? Я не из православной семьи. У меня был другой путь. Это заковаться в железные латы и всегда ходить в латах. Он как бы он более духовный человек, но и у него очень, очень православная мама. Кто кому сделал предложение? Я сделал неправильное предложение. Это очень неправильно. Мы просто с ним шли в Берлине по улице, просто так, и я ему говорю, давай поженимся, может быть. И он такой, и что, и вот это все, а где вот это на колено, а где коробочка с кольцом, что это? То есть он ржал надо мной, что я совершенно не умею делать предложения. И потом, как бы назло мне, сделал мне уже как бы по форме предложение. И что его мама? Понимаешь, мне очень трудно говорить про чужие секреты. Он писал про это в Инстаграме. Он писал про это в Инстаграме, но это как бы это его история. Его мама очень тяжело. То есть вы по-прежнему не общаетесь? Я никогда в жизни ее не видел, не слышал, то есть никогда в жизни. Я думаю, что она про меня думает, что я исчадие ада и ЦРУшник. Но они один раз разговаривали за все время войны. В первый день войны, 24 февраля, у него была операция, потому что он сломал плечо, и он ехал на операцию, и он в шоке от того, что началась война, едет в больницу и написал какой-то антивоенный пост. И под постом его мама оставила комментарий публичный. «Ты мне больше не сын, в нашей семье не было и нет предателей». И на этом примерно их общение закончилось. То есть там они потом перебрасывались гранатами. В какой-то момент уже после нашей свадьбы она ему отправила гифку, мем с Ларисой Гузеевой, которая говорит «Тина». А ты это можешь понять? Что понять? Я понимаю, что такое бывает. Мне раньше казалось, когда мы только с ним познакомились, мне казалось, что Жан-Мишель – это такой человек, который прошел через Освенцим. Мне казалось, что он такой как бы светлый, лучезарный, радостный и оптимистичный человек, потому что как бы он прошел через такой ужас, у него было так много каких-то травм психологических. Но самое интересное, что он, как мне кажется, про них то ли не помнит, то ли как-то он их очень сглаживает. Например, у него есть такая тема, что в России нет расизма. Никогда не сталкивался. Нет, никогда ничего нет. Никто ничего не говорил. Нет, все нормально. Потом, правда, если как бы попинать его как-то, начинается что-то. Да, конечно, очень раздражает, когда все хотят волосы потрогать. Он как бы, а можно я вот это как это устроено? Но так, нет, ничего не было. И это очень интересно, что мы все слышали. То есть как бы все его знакомые хоть раз, а то и не раз, находясь в его компании где-нибудь в публичном пространстве в России, там, в Москве, не в Москве, как бы ты слышишь, что говорят люди, там, прохожие где-нибудь еще, и как бы так... А он не слышит ничего. То есть он умеет отсекать любую херню. Как говорит наша с тобой подруга Аня Кочуровская, хорошие дети плохих слов не слышат. Ваша свадьба, такая очень громкая, мощная, красивая, состоялась, в общем, еще в острой фазе войны. У тебя были сомнения, стоит это делать в этот момент или нет? У меня не было сомнений. Вот это все не время сейчас подождать. Да, надо подождать, мне кажется, да, радоваться и не радоваться. Не время сейчас заниматься историей, не время сейчас копаться вот в этом, нужно лучше копаться вот в этом. Это все хрень. Такое слово неуместно. Кто определяет, что не время? Мне кажется, что это было уместно, это было всем нашим знакомым, это было уместно. Так вышло, что это у нас была первая встреча выпускников бывшей Российской Федерации. Огромное количество людей, которые уехали и жили черт знает где, в Тбилиси, в Ереване, в Барселоне или в Нью-Йорке. Съехались люди
к нам на свадьбу, и как бы в первый раз многие увидели друг друга, при том, что у нас было, по сути, даже так случилось, что у нас было 2 компании, были друзья Жан-Мишеля, у него в основном, с его стороны, были в основном украинцы. У него очень много друзей украинцев, украинок. С моей стороны были все мои, как бы, Медиахолдинг. дождинки или какие-то были иноагенты там разных видов и прочие преступники. Маш Певчих, Петя Верзилов. Это было супер уместно, потому что был в этом некоторый... Мы не стремились к этому, но в этом какой-то политический пафос чуть-чуточку был, но это просто повезло, это просто еще повезло. Потому что, во-первых, меня за неделю до свадьбы признали иноагентом. Государство мне выкатило подарок. А потом за 3 дня до свадьбы Государственная Дума приняла закон о запрете гей-пропаганды для взрослых. Просто вот как бы они раз за разом нам выкатывали вот это все. Мы не могли подгадать, у нас все было запланировано за 2 месяца. Сейчас самое время вернуться к ответу на вопрос о том, что ты действительно считаешь, что вот это иноагентство, уголовные дела и вот это все, это какой-то повод для шуток, хихиканий и поздравления друг друга? Или вот эта вот фраза «Ой, все лучшие люди уже названы иноагентами»? Я думал, что на меня это ничего как бы никак не отражается. Я не чувствую, я не переживаю, я не плакал ни разу. Вообще ни разу не плакал. То есть мне кажется, что я последний раз плакал в кино. Да ты что? Да. Я могу себе представить, я знаю конкретно тип фильма, когда я плачу. Я всегда плачу от счастья. Если фильм заканчивается каким-то невероятным триумфом и добро победило, вот это меня может настолько растрогать, что как бы что все, это было почти невозможно. Ну типа, знаешь, я не знаю, там вот операция «Арго», когда они как бы они взлетели и улетели. Или как бы классическая история, все мои друзья знают, то, что я всегда говорил, что мой любимый фильм – это «Поросенок Бэйб». Когда поросенок выигрывает чемпионат среди собак. Как бы, это вообще нереально. Поросенок выигрывает, становится чемпионом. Я буду в 10-й раз смотреть этот фильм, и это тип фильма, тип эмоций, от которой я могу разрыдаться. Когда добро победило зло, хотя не имело ни малейших шансов. И вот это единственное, от чего я могу заплакать. Думая, что вот это вся иноагентство, заочный арест, заочный срок никак на меня не подействовал. И вдруг я понимаю, что я примерно раза 2 в неделю, а то и 3, мне снится такой сон. Как бы обычно все же видят себя во сне помоложе, да? Там, типа, подростками. То есть я в каком-то таком бодром состоянии, очевидно, в Москве, где-то там что-то делаю, в той квартире, где я рос, будучи ребенком, то есть я там что-то в Биберево или где-то еще, в Москве, очевидно. Потом как бы там сюжет развивается, потом в какой-то момент по ходу развития сна я понимаю, что если я в Москве, значит, меня арестуют. Или меня арестуют, когда я буду выезжать. Что я же в какой-то момент должен выехать. А потом я понимаю, что, ты же уже это видел во сне. Ты же знаешь, что тебе нельзя туда ездить. Ты зачем туда поехал? Ты же столько раз уже через это проходил. Ты зачем там? Как ты мог туда поехать? И в какой-то момент ты просыпаешься от этого, понимаешь, что... нет, это снова. И вот это сон про то, что я в Москве, и значит, кранты... удивительным образом живучий. То есть его нет в моей жизни при свете дня. Ничего в моей жизни не напоминает мне про это. То есть квартиру ты продал? Я продал после иноагентства, но до уголовного дела. Одна из покупательниц написала жалобу в Следственный комитет. Она хотела скидку на квартиру, потому что квартира у вас проблемная, и ей скидку риэлторы не дали. И она написала на риэлторов жалобу в Следственный комитет. Что, мол, легализуют имущество иноагентов. Где думает учиться твоя дочка? Я не знаю. Она не решила пока. Ей 15 лет. Она сейчас учится в Берлине. У вас с ней был разговор о том, как ты ушел из семьи, о том, как ты женился, она была на твоей свадьбе? Я не ушел из семьи. У нас семья. То есть даже несмотря на то, что сейчас у нас семья живет на разных континентах, но у нас по-прежнему очень близкие отношения. И моя дочь не просто была на свадьбе, она была ведущей на нашей свадьбе. Она была вот этим master of ceremony, она была священником, который осуществлял наше
бракосочетания. Когда она речь произносила свадебную, она начала эту речь с цитаты: «У нас никогда не будет такого, как на Западе, чтобы были родитель номер 1, родитель номер 2 и родитель номер 3». Знаете, кто это сказал? Это сказал президент России Путин не так давно в своей речи. Вы знаете, о ком он это говорил? Он это говорил про меня. Потому что я ровно тот человек, у кого есть родитель номер 1, родитель номер 2 и родитель номер 3. И ты за что отвечаешь в вашей семье? В смысле, какой у меня номер? Ну, какой у тебя номер, да, и какой круг обязанностей? Ну, наверное, я родитель номер 2. Так. Потому что, моя родитель номер 1, она у нас... Она хранительница очага. Ladies first, конечно, Так. моя номер 1. Так, ты за что отвечаешь? Что значит, за что отвечаю? Ну, какая у тебя сфера обязанностей? Я что-то не понял. Что значит сфера обязанностей у Ну, меня какая? кто-то отвечает за радость развлечения, кто-то отвечает за обучение, кто-то отвечает за пожаловаться, кто-то отвечает за деньги. Ну, я многое за что отвечаю. Ну, ты хороший отец? Я очень хороший отец. Лучше, чем твой отец? Я не хочу сравнивать себя с собственным отцом. Я принципиально не хочу сравнивать себя с своим отцом. И это мне было бы, наверное, очень обидно, если бы для меня это был бы какой-то портал куда-то, куда я не хочу ходить. Мы с моей дочерью очень близки. Она мой лучший друг. Она мой очень близкий человек. И я знаю, что я для нее очень близкий человек. Много чего мы делаем. Мы вместе смотрим кино, там что-то еще, ходим в гости, придумываем все время с ней какие-то подкасты, которые мы будем записывать, и не записываем пока еще, но будем. Я не хочу вот это кто за что отвечает, потому что боишься обидеть. Потому что да, я не хочу проводить линии между собой и моей Жан-Мишелем. Ну, как бы мы все за все отвечают. Я не хочу их обидеть тем, что я буду метить территорию. В интервью Макарени сказал, что основное твое качество, что ты счастливый человек, ты просыпаешься по утрам, каждое утро тебе нравится жить, тебе хочется жить, и все у тебя получается благодаря этому. Было такое? Наверное. Хорошо просыпаться и знать, что у тебя все получится, если у тебя действительно все получается. Ну, ты же понимаешь, что там половина из всего этого не получается. То есть для того, чтобы что-то получалось, нужно, не знаю, ну вот особенно в последние годы в эмигрантской жизни, для того, чтобы тебя куда-то взяли, для того, чтобы тебя куда-то пропустили, нужно все время биться головой в стену, и там на 25-й раз стена расступится. Поэтому это как бы да, там что-то получается. Есть эпизод в твоей биографии, которому я страшно завидую, потому что в эту стену я стучалась. А ты выиграл «Умники и умницы», таким образом без экзаменов поступил в МГИМО. Я туда отправляла тоже ответы на вопросы, но мне даже записочки не прислали. Понимаешь? Я думаю, потому что это москвоцентричная какая-то вся хрень. Потому что половина всех участников, они из Москвы, а вторая половина называется иногородние. Какое-то сочинение писал, чтобы поступить? Я не писал сочинение. Вся фишка моих умников и умниц была в том, чтобы не писать сочинение. Я ненавидел писать сочинения. Подожди, как туда попадают? Там задавали вопрос, и ты должен был прислать ответ. В Москве, видимо, попадают по блату. Мы шли с моей подружкой Настей Карповой по школе. Подошла к нам завуч и сказала: так, ты, и вот возьмите еще с собой кого-нибудь. Вот телефон, позвоните, надо поехать в Останкино на собеседование. И все, мы поехали в Останкино на собеседование. А что это за школа была? Она называлась тогда Государственная столичная гимназия. В Биберево находилась. Если ты представляешь себе, как в 90-е выглядело Биберево, я представляю это себе. такое прямо классное место. Но в этой школе были типа все те, кто не нюхали момент, в этот момент, они находились в этой школе. А потом? Вот ты приезжаешь туда, в Останкино. Я прошел собеседование. И дальше? Прошел собеседование и четвертьфинал. И ты выиграл? Я проиграл в четвертьфинале. Но тебя все равно взяли в МГИМО? У меня часто такое бывает. Я lucky loser. Я проиграл в четвертьфинале, но что-то там такое вышло, я не знаю, что именно. Что-то ты не договариваешь. Все мои... Хочется вот сейчас вот так вот сделать, ну, честное слово. Я правда не знаю. Все мои однокурсники всегда считали, что что-то очень, я тоже так считаю. Какая-то хрень. Была тема, что я понравился жене ведущего. Другое объяснение было, что, типа, люди, которые проходили в полуфинал из иногородних, у них было меньше количество орденов, чем у меня, поэтому, меня взяли в полуфинал для иногородних. У меня нет объяснений, нет. Так москвичи опять унизили всю страну. То есть в целом мне очень стыдно было всю жизнь. Причем я хорошо знаю и очень до сих пор
можно сказать, дружу с тем человеком. Я знаю человека, которого из-за меня... Сережа, привет, если ты это смотришь. Ну, Сережа. Сережа. Я не буду, понимаешь, я уголовник, не буду называть фамилии людей, которым это может повредить. А если бы ты не прошел через умники и умницы, куда бы ты поступал? Я собирался поступать на журфак МГУ. Я не хотел писать сочинения. Почему в умники пошел? Потому что можно было поступить, не написав сочинение. У меня было одно занятие с репетитором, он мне долго объяснял, сколько нужно строчек, 23, и какой должен быть отступ. И я понял, что как бы это до такой степени мне богомерзко. Жанр сочинения мне почему-то... Я в школе даже, выбрал, у нас там можно было выбирать углубленную математику или углубленную литературу. Я выбрал углубленную математику, потому что я не хотел страшно никогда писать сочинения. Короче, умники, у меня это был план пробраться в институт без сочинения. Для этого я перед, например, полуфиналом, я месяц не ходил в школу, потому что там тебе за месяц дают тему. Там типа была тема «Жизнь великих художников». Берешь все книжки, там типа Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Пикассо, Ван Гог, Рембрандт. И сидишь и читаешь. И там как бы какие-то вещи еще выписываешь. То есть это как бы такой экзамен, только который еще твой позор показывают на всю страну. Ну, прям позор. Часто позор. Я должен был на полуфинале петь. Что? Песню про мушкетеров. А в жюри сидел Боярский. В конце ты выиграл. То есть выигрывает 6 человек. 6 человек, у кого больше всего орденов в финале. Я был в шестерке. Почему ты выбрал быть арабистом в МГИМО? Я выбрал поступать на журфак МЖ, международная журналистика. И мне, как и остальным людям из умников, предложили на выбор разные языки. Мне предложили французский, немецкий, португальский, арабский. Я подумал, что классно из этого арабский. Почему? А с кем я буду говорить по-французски, подумал я. А по-арабски ты с кем собирался? С кем угодно. Математика. Так много стран в мире, в которых говорят по-арабски. Будет где развернуться, подумал я. Можно будет ездить туда-сюда, путешествовать, как бы, и вообще интересная жизнь. Что Франция, Германия. Мне показалось, что как бы это интереснее. Это вообще был самый неочевидный, самый удачный выбор в моей жизни. Все, что со мной случилось, это из-за того, что я выбрал арабский. А ты застал здесь уже вот этот Free Palestine истерию? Нет, я тут последние полгода только. Когда случилось 7 октября, и после этого я тогда был в Принстоне. И там это все в Принстоне? Особенно ничего не было. Не было? А живу я недалеко от Колумбии, и на мой взгляд, по телевизору все страшнее выглядит, чем в реальности. А вот тебя, как арабиста, с одной стороны, и проводника идей ЛГБТ с другой стороны, тебя впечатляет, что люди, взяв флаг ЛГБТ, идут в марше за Free Palestine? Вот этот аргумент, мне кажется, вообще как бы не работает. Почему? Знаешь, это называется... Ты подходишь, дружок. Смотри, я тебе сейчас скажу. Давай. Нужно ли нам защищать уссурийских тигров? Теоретически. То есть вот этот аргумент, если бы вы, товарищи геи, поехали в Палестину, вас бы там угандошили, он как бы не работает. Почему? Потому что если вы, товарищи зоозащитники, зайдете в клетку с уссурийским тигром, он вас тоже съест. Подожди, в принципе, это передергивание. Это не передергивание. Нет, в принципе, это просто неплохо защищать любых людей, вне зависимости от того, какая у них культура, там что-то еще, цвет кожи. Поэтому это как бы не работающий аргумент, что именно геи, именно палестинцев... Хорошо, а почему именно геи встали на защиту именно палестинцев, а не, например, именно израильтян? Смотри, нет такого, что вот как бы все геи встали на защиту палестинцев. Это передергивание. Мы не видим в манифестациях в защиту Израиля радужных флагов. А в защиту Палестины видим. Смотри, именно в Америке почему многие левые активисты, в том числе активисты, которые борются за гражданские права, часто так выступают. Потому что в Америке существует понимание того, что американское государство все свои усилия, все свои ресурсы направляет на поддержку Израиля. Поэтому есть такой
паттерн. Защищать нужно угнетаемое меньшинство. Если наше американское государство, думают, они поддерживают эту сторону, мы должны поддерживать другую. Это борьба против нас, против собственного государства. А почему они не выходят с лозунгами против своего государства, выходят с лозунгами за Палестину? Но они выходят со всякими лозунгами. Тут вот за последний год No Kings и куча было. Ну, то есть все протесты в течение последнего года, они были против Трампа. В городах образованных люди левые, люди более либеральные. Нью-Йорк максимально либеральный. Вот избрание Зорана Мамдани показывает, но это опять-таки реакция на Трампа, на то, что вот как бы пришел Трамп, Нью-Йорк продемонстрировал, что ему все это очень не нравится, и выбрал Мамдани. Но тебе не кажется, что это некоторая подмена понятий? То есть, с одной стороны, я оказалась как раз вместе с американскими геями, которые приехали на парад в Тель-Авив летом этого года, в день, когда началась атака на Иран. И все прекрасно знают, насколько и как Израиль относится к геям. И есть даже специальные волонтерские организации, которые из Палестины вывозили геев и прятали их в шелтерах, помогали им каким-то образом избежать расправы в Палестине. Но это же использование в темную левых сил. Ну смотри, стой, давай мы не будем так говорить, что все геи всего мира формируют армию. Мне просто очень кажется странным этот союз. И я могу себе его объяснить только недостатком образования людей, которые выходят на эти демонстрации, недостатком информированности. Я как ветеран арабо-израильского конфликта, человек, который примерно 10 лет, не 10 лет, 8 лет туда-сюда ездил в Израиль, в Газу, на западный берег, в Сирию и в Ливан, очень не люблю спорить на эту тему, потому что мне кажется, что любой спор, вот сейчас, который ведется, он состоит всегда из передергиваний. При этом, вот, знаешь, мне было очень просто и легко обсуждать ситуацию с моей израильской однокурсницей, потому что, она по уши погружена в конфликт. Мы были здесь, когда закончилась война, когда они вернули заложников, и просто у нас был праздник, плакала, мы все вместе с ней. И очень легко обсуждать ситуацию с человеком, который погружен и знает много-много-много мелких деталей. И и для кого ситуация не черно-белая. А когда она становится черно-белой, вообще трудно. Одной фразой мы же различаем Израиль и Нетаньяху, не отделаешься. Но когда организовывалась акция в поддержку израильтян после 7 октября, когда выходили известные русскоязычные люди и рассказывали биографии погибших, ты отказался в ней участвовать, ты сказал, что я не участвую в политике. Я не так сказал. Я сказал, что я с удовольствием с вами приму участие и буду первый, кто это сделает, когда закончится война. Потому что мне кажется, что вы делаете мемориал первому дню войны до окончания войны. А мемориал первому дню войны до окончания войны – это участие в информационной войне. Поэтому давайте после войны я вместе с вами, я к вам присоединюсь, но во время войны… То есть во время войны нельзя поминать жертв? Поминать жертв можно. Так это же было поминание жертв. Это было, это был виртуальный мемориал. Поминание жертв. Памятник не является поминанием. Но памятник – это памятник. Памятник – это памятник. И от того, что война кончилась, эти люди не оживут. Я на стороне вот этих жертв и очень, очень скорблю. Просто вот у нас Перл-Харбор случился, и мы строим мемориал жертвам Перл-Харбора. Мне кажется, что с точки зрения человека, который находится внутри и воюет, это, наверное, правильно. Это часть мобилизации собственного населения. С точки зрения человека, который находится со стороны, а я считаю, что это что нужно действовать по принципу choose your battles. Моя война, она другая. И я принципиально буду фокусироваться на своей войне и не буду участвовать в информационной войне другой. Я буду вместе с жертвами скорбить. Я буду жертв поминать, то есть я это и понимаю, и разделяю, но просто я не хочу брать в руки оружие информационное в этой войне. То есть поминание жертв – это информационная война? Нет, это не поминание жертв.
Кать, ну ты Ну, как бы, передергиваешь. человек Ну, говорит, блин, ну ты Иван Иванович передергиваешь. Иванов погиб так-то и так-то. Смотри, ну хорошо, ты так на это смотришь, а я смотрю по-другому. А не может это быть связано с тем, что в этот момент ты был уже в Америке, и в университетской среде, Нет, которая очень нет, левая, нет, подавал нет, аппликации туда, Смотри, и туда, и нет, побоялся вот нет. этого вот конфликта интересов. Вообще никто ничего не знает, что происходит в русской песочнице. Все, что делается на русском языке, никого не касается. До тех Никто пор, не пока в курсе. кто-то не захочет Смотри, сделать так, нет, чтобы это было Кать, известно. Ну, нет, ну смотри, вот по правде говоря, единственное, от кого мне прилетело однажды, и прям гигантский шитсторм, это наши с тобой соотечественники русскоязычные. Я в Инстаграме разместил пост, был конец семестра в Колумбии, и я преподавал ровно на том факультете, он называется СИПА, School of International Public Affairs, где учился вот этот вот студент по имени Махмуд Халиль. Его арестовали до того, как я начал преподавать, но он мог бы оказаться среди моих студентов. И там мои студенты были, очевидно, его однокурсники. Я был вот на вот этой церемонии вручения дипломов. Декан этого факультета, израильтянка, она выступала с речью. Я разместил фотографию и видео и написал несколько слов про то, как мне показалось, как классно она отрулила эту ситуацию. Ну, потому что улюлюкали ей вначале, а потом она произнесла речь, и как бы она сняла остроту проблемы. И мне это понравилось. И после этого, после вот этого поста разверзлась просто бездна. И до сих пор какое-то количество наших с тобой русскоязычных соотечественников, которые проживают в основном в Америке, пишут, что я поддерживаю Хамас и вообще все такое. И в моей голове не вот эта причинно-следственная связь, она мне непонятна, потому что, если я в Колумбии сидел и ходил той же дорожкой, что и Махмуд Халиль, очевидно, что я поддерживаю Хамас. Вот если кого и наверное, стоит опасаться, то гнева наших соотечественников. Многое в риторике наших с тобой соотечественников, мне кажется, страшным расчеловечиванием. Я не готов подписаться под очень многим. Я не говорю про вот этот мемориал, который делали Оля Цепенюк и Саша Турхой. Да. Но многое из того, что пишут уважаемые мной люди, мне кажется, довольно ужасным. Я имею в виду риторику, их антипалестинскую риторику. Мне кажется, что вот тут вот, ты считаешь, что вот тут огромный перекос. Да. По-английски звучит мягче? Нет, я считаю, что в Америке все по-другому. Американская и европейская вот эта публицистика, она вообще по-другому смотрит на эту проблему. В начале 2000-х ты целый год учился в Каирском университете. Это очень специальный университет, про него ходит множество легенд. С одной стороны, серьезно? Да. С одной стороны, говорят, что он кишмя кишит шпионами. С другой стороны, говорят, что он и есть рассадник радикальных исламских идей. А что на самом деле? Первый человек, от которого я про это слышу. Я думаю, что это скорее должна быть речь про другой университет, который называется Аль-Азгар, который тоже известный университет в Каире, но он религиозный. Это такой исламский Ватикан. Это да. И это самый известный университет, который можно считать и рассадником, и там чему. То есть в момент, когда я там был, у меня было много разных знакомых, многие из которых были, как это у нас называется, ваххабитами, или как это тогда называлось там, салафитами. И они в основном все учились в Аль-Азгаре. Каирский это, наоборот, мне казалось, это такой базовый египетский, или там межарабский МГУ. В Каире есть 3 больших университета. Американский университет, и вся элитка учится в американском университете в Каире. Религиозные люди учатся в Аль-Азгаре, и все туда стремятся. А Каирский университет, он такой он ни то, ни сюда, но либерального толка, левого даже толка, социалистического иногда во многом толка. Там преподавала дочка Насара на одном из факультетов политологию. И он был такой. То есть можно сказать, что я там учился. Но... Учился же. Да, но я туда поехал на 3-м курсе. Я учился в МГИМО, у меня был основной язык арабский. Я в группе, наверное, был самым сильным учеником. И меня отправили по этой программе обмена. Там было, кроме меня, еще было 2 человека из РУДН, 2 мальчика из Иньяза с очень хорошим арабским. И еще из Питера пару человек. У всех был очень хороший арабский, но все были сильно старше меня. Они были после 4-го курса, а я был после 2-го. И я вообще не знал египетский диалект. По сути, я потратил год на то, чтобы выучить заново язык, которого я не знал.
То есть я туда приехал, как знаешь, на языке старика Хаттабыча мог говорить. На предыдущей версии. Лёхат аль-арабиятуль фусха, на высоком арабском языке. А армия масрия на диалекте я вообще, я не знал даже о существовании разницы. И я за год научился говорить на египетском диалекте. Но для того, чтобы в совершенстве знать арабский язык, нужно посвятить ему свою жизнь. И я задал себе вопрос, я готов посвятить жизнь служению, храму арабского языка, арабистики. Я не думал, что я все проехали, но я понял, что корневым огласовкам, Маздарам и словарю Крачковского я не готов посвятить свою жизнь. И в этом смысле я учил арабский язык год. Я в какой-то момент понял, что я должен попутешествовать. Я объездил весь Египет, включая какие-то отдаленные оазисы. У меня было занимательное страноведение. Я какие-то смотрел чудеса, которыми изобилует современная коптская культура. Как ранние христиане, они очень верят в чудеса, и там регулярно в газетах может появиться объявление, что у нас на этой неделе чудо дают в такой-то церкви, в таком-то городе. И я подрывался и ехал смотреть на чудо. И это был интересный опыт, который мне расширил сознание, дал мне ощущение, что я понимаю про арабский мир и про арабский язык больше. И поэтому, когда я вернулся, я пошел на работу в газету «Коммерсант» как журналист, знающий арабский язык. А потом случилось 11 сентября, и я стал человеком, который стал писать про все. Это уже побывав, но не в рассаднике терроризма. Я слово терроризм не употребляла. Да. Мне кажется, что Каир уже до такой степени за пределами всего этого какого-то шпионского мира, хотя там было много всего этого вокруг. В тот момент братья-мусульмане были полуподпольной оппозицией, но при этом при Мубараке они активно пытались баллотироваться в парламент. Было много независимых кандидатов, которые было понятно, что они от братьев-мусульман. Поэтому там много в Египте было этого. Я встречала твое высказывание о том, что Аль-Каида – это максимально странная история, непонятная. И 11 сентября – одно из самых необъяснимых событий в истории. Я очень подробно исследовал это и подробно писал, как она устроена. То есть Аль-Каида – это просто не организация. Это рассредоточенная сеть, состоящая из разных организаций, не связанных друг с другом, но связанных единой идеологией. Говорить про то, что условный, конкретный Бен Ладен чем-то руководил, невозможно. Он не мог очевидным образом позвонить ячейке в Йемен или ячейке в Индонезии и дать какое-то указание. Но собственным примером и собственным нарративом, конечно, можно повести за собой самых разных людей, которые угадывают генеральную линию. Как в современной России очень многие чиновники знают, чего начальник от них захочет еще до того, как он им прикажет. Ты, когда живешь в какой-то системе координат, в какой-то идеологической системе, ты понимаешь сам, что нужно. Как нужно отвечать на вопросы. Маргарита Симонян же, она чувствует, как начальнику понравится. И в этом смысле, когда люди живут в этой парадигме и понимают, кто их враг, какая у них цель, им не нужен менеджмент. Они двигаются все в одном направлении. Но в этой конструкции Бен Ладен начальник или над Бен Ладеном есть еще начальник? Бен Ладен никогда не был начальником. У меня первый большой текст про Бен Ладена вышел в октябре 2000 года, то есть за год до 11 сентября. Да. Нет, он не начальник, он витрина, он такой, знаешь, портрет Че Гевары на бутылке водки Смирнов. Его отец большой саудовский девелопер в прошлом. Очень много сыновей, очень много денег. Все сыновья не могут поместиться на одном пятачке, поэтому непосредственно Осама поехал в Пакистан, в Пешавар, заведовать деньгами, которые выделяли на войну с Советским Союзом. Осваивал этот рынок. И в какой-то момент стал осваивать и пожертвования, которые стекались от разных арабских бизнесменов на войну против Советского Союза в Пакистане. И потом каким-то образом, поскольку деньги и помощь шли и от американцев, он стал таким связным и для американцев. И он был кадровиком. Он составлял кому сколько солдат, сколько добровольцев, от кого сколько денег поступило, какому полевому командиру передали. И у него были эти гроссбухи, подробная база данных о всех добровольцах арабских и о всех деньгах арабских, которые приходили туда. А база данных в переводе на арабский – это как? Аль-Каида. Он составил эту базу данных, которая была и для него, и для американских спецслужб. Это в какой-то момент, когда ветераны
афганцы после войны, как и в нашем случае, вернулись обратно к себе и начали бузить и пытаться устанавливать свои новые собственные порядки. А местным властям это не понравилось. Они начали взрывать разные места, которые и против собственных властей бороться, и против американцев. Вот тут-то и оказалось, что все вот эти люди, арабские афганцы, вернувшиеся с войны, они у нас все переписаны. Они все поименно перечислены вот в этой базе данных, которую составил нам товарищ Бен Ладен. Поэтому так это и получилось, что перечень всех этих людей, ответственный за них Бен Ладен. Но то, что произошло 11 сентября 2001 года, в корне изменило представление о безопасности мира, о структуре этого мира и так далее. Сейчас в Америке есть про это дискуссии? Нет. Это табуированная тема? Угу. Понятно, что последствия неадекватные. То есть последствия усиления государственной власти? И война в Ираке. И доказанный факт абсолютно всеми, что война в Ираке никаким образом не вытекает из 11 сентября. Есть человек, чья политическая жизнь и жизнь была уничтожена тем, что он поддержал пробирку, выступая в ООН, отстаивая необходимость ввода войск в Ирак, Колин Пауэлл, который должен был бы стать, наверное, президентом США. И был суперзвездой, был обречен стать первым темнокожим президентом США, и раздавила его вся эта история. Уже снят художественный фильм про Дика Чейни, много расследований, гигантское количество. Прекрасный мем, когда Буш обличает Путина и его вторжение в Украину и говорит «One man's brutal decision to invade Iraq, Ukraine». То есть уже даже Буш не очень видит разницы между вторжением в Ирак и вторжением в Украину. То есть есть понимание, что там все было неправильно. И с этого, по сути, начался слом, или этим закончился слом всей системы международного права и вот этого постсоветского. То есть не постялтинского, а уже фукуямовского, да. То есть конец истории, он закончился на нападении в Ирак. Это в академических, в журналистских кругах это понятно, но при этом туда никто не ходит. Невозможно в Америке поднять дискуссию о том, что... Цензура или... Нет, это какой-то общественный договор, да. Молчание. Смотри, в России на национальном уровне очень страшно многим людям признавать ошибки 19 века или 18 века. То есть сказать про то, что Петр I плохой, а Гетман Мазепа хороший, это и сегодня болит у многих. Или война 812 года, не совсем освободительная. Или Суворов, душитель Польши и Белоруссии. И сейчас это очень тяжело очень многим людям это принять. А тут-то речь про то, что было 20 лет назад. Мне кажется, ни одно общество не готово принимать в массе своей страшную какую-то неудобную правду про свое вчера. Должно пройти время, чтобы это начали говорить, люди живы. Вот Дик Чейни умер сколько-то недель назад. Я видел три типа заголовков. Дик Чейни – великий государственный деятель. Дик Чейни – республиканец, выступающий против Трампа. И Дик Чейни – военный преступник. Какой бы заголовок выбрал ты? Дик Чейни вообще, конечно, для меня это злой гений американской политики за последние десятилетия. Это человек, который больше всего вложился в то, как выглядит сегодняшний мир, включая Путина, войну в Украине, то есть у истоков очень многого всего. Есть такое слово mastermind. Человек, который своими теориями создал сегодняшний мир, из всех недавно живших людей, наверное, Чейни. У меня в книжке «В темной стороне Земли» много есть про Чейни, потому что он был у Буша-старшего министром обороны. И он как раз был человеком, который был единственным в администрации, тогда же, вопреки нашему мифу, американская администрация очень не хотела распада Советского Союза. И президент Буш-старший и госсекретарь Бейкер очень не хотели. А Чейни хотел. И Чейни объяснял, что лучше 15 диктатур, чем один, пусть и демократический, Советский Союз. И, в общем, он выиграл.
То есть вот это все, что произошло, и в тот момент, и дальше, это во многом было придумано Чейни. И мы знаем, как мне кажется, что ни к чему хорошему это не привело. Ты мне говорил, что с твоим уровнем понимания арабо-израильского конфликта ты не можешь придерживаться каких-то популярных или слишком экспрессивных точек зрения. Но давай вот сейчас, когда мы спокойно сидим, какова твоя точка зрения на этот конфликт? Во-первых, давай начнем с конца. Считаешь ли ты, что вот сейчас, после объявления перемирия, война закончена? Я считаю, что она закончена. Война – это горячая какая-то фаза, и, насколько я понимаю, что она пока что закончена. Другое дело, что есть куча предпосылок к тому, чтобы она продолжалась. Тут во многом очень все будет зависеть от правительства Нетаньяху. Нетаньяху был тем человеком, который все последние годы отчаянно поддерживал Хамас. И финансирование Хамаса было бы невозможно, и вот это все автономия Хамаса была бы невозможна, если бы так его напрямую не поддерживал бы. Поясни. Ставка, максимальная маргинализация палестинской администрации, которая руководит Западным берегом. То есть это другая партия, она называется Фатх, Махмуд Аббас. Денежные потоки, которые направлялись в сторону Хамаса. Радикалы с разных сторон всегда являются естественными сторонниками. Чем более полярные у людей точки зрения, тем естественным образом они друг другу нужнее. Потому что если эти хотят войны, то им, конечно же, нужно друг друга держаться, потому что они хотят одного и того же. Хамаса бы в том виде, в котором он случился 7 октября, не было бы, если бы не Нетаньяху. Мы в одном шаге от того, чтобы сказать, что 7 октября Израиль сам на себя напал. Нет. Ты знаешь, это я всегда считаю, это знаменитый вопрос Павла Милюкова, лидера партии кадетов, который, выступая на заседании Государственной Думы в 2016 году, произнес пафосную речь, каждый пассаж который заканчивался фразой «глупость или измена». Он обличал царские власти, которые неэффективно воюют в ходе Первой мировой войны. И мне кажется, что, как правило, ответ всегда глупость. Потому что такова человеческая натура. Или некомпетентность. Коррупция или хитроумный план. Есть некоторые интересы. Они могут быть частью большого заблуждения. И поэтому, конечно же, не Израиль сам на себя напал. Но так была устроена политика правительства Нетаньяху все последние годы. С другой стороны, Нетаньяху выстроил себе репутацию единственного человека, который может гарантировать безопасность Израиля. И на этом была вся его риторика все последние годы. Они уничтожали все левые партии, потому что эти слабаки, а мы защитим. И в итоге это привело к самому чудовищному провалу в области безопасности. В стране, которая десятки лет готовилась и должна была, правительство, которое должно было быть готово к любому такому развитию событий, максимально провалилось. Самый страшный момент в истории Израиля с войны Судного дня. Правительство должно нести за это политическую ответственность. Немного нужно информации и немного нужно следить за Израилем, чтобы увидеть, что, конечно же, к сожалению, Нетаньяху демонтирует израильскую демократию. И это большая угроза для страны. А как ты объясняешь всплеск антисемитизма на следующий день после 7 октября? Вот эти демонстрации пропалестинские, антисемитскую риторику. Знаешь, я в этот момент был в Америке. Я не уверен про то, что они там на следующий день вспыхнули и прям на следующий. Мне кажется, что большая часть демонстраций были уже позже, когда война в Газе набирала обороты. То, что большое количество арабов, живущих в разных странах мира, не симпатизируют государству Израиль, это факт. Арабы, понятно, а остальные национальности? Смотри, война, которая шла в Газе, очень многие люди употребляют слово «геноцид». И для многих людей и в Америке, и в Европе геноцид – это всегда очень политизированное и спорное слово, но для многих людей, судя по количеству жертв мирного населения в Газе, там было много военных преступлений. И мне кажется, что большая часть демонстраций, которые были в Америке, которые были в Европе, это реакция на
на военные преступления. Мы бесконечно обсуждали вместе с моей израильской однокурсницей Став Шафир и реакцию в мире, и реакцию в Израиле. И тут как бы понятно, что много страшного и там, и там. Есть ли всплеск антисемитизма? Есть. Есть ли вот эта волна бойкота разных представителей Израиля со стороны европейских каких-то и американских государств? институций? В Америке нет такого. В Америке очень сильные лобби. И как бы это и Америка все равно как бы по-другому устроена. Она никого не бойкотирует, мне кажется. Она и русских не бойкотировала, тем более израильтян. Но все равно понятно, что многие не видят никаких полутонов и как бы вот любят вставать или на одну, или на другую сторону. Но и последствия в израильском обществе, по словам Став, исчезла внутри израильского населения эмпатия в отношении палестинцев. И такого раньше не было. Но это, с другой стороны, объяснимо тем, что в израильских СМИ нет почти информации о том, что происходит в Газе. А в европейских СМИ очень много информации. Часть из которой в итоге оказывается фейками, за которые потом мелким шрифтом на последней Ты странице знаешь, извиняются. нет. Масштабы бедствия не являются фейком. И в этом смысле, можно ли сравнивать, там, не знаю, Газу с Мариуполем? Конечно, можно. Когда выравнивается город, в котором живут люди, это в любом случае уничтожающая война, это трудно отрицать. Да, конечно, какая-то статистика неверна, но количество жертв среди мирного населения невероятно велико. Тут нет даже, там, не знаю, ни у «Нью-Йорк Таймс», ни у какого-то другого издания двух мнений. Появляются разные мнения по поводу того, сколько из них умерло от голода, сколько из них умерло от падения осколков. И что, Кать? Это не те цифры. И что? Хочется как-то сравнивать с Украиной, и я не хочу сравнивать с Украиной. Ладно, это нечестно будет. Когда умирают мирные люди, это очень плохо. Точка. Когда взяли в заложники израильтян 7 октября, это было чудовищное преступление. Когда израильская армия совершала военные преступления в Газе, это тоже чудовищное преступление. И то, и другое является преступлением. И одно преступление не оправдывает второе. Мы весь 20 век провели, читая разную литературу, ремарка про то, что даже на войне человек должен, наверное, оставаться человеком, к сожалению, часто не может. Меня очень удивляет отсутствие эмпатии, когда эмпатия выключается в отношении какой-то группы людей. Я не могу понять, как россияне не могут не сочувствовать украинцам. Тех украинцев, которые огульно вычеркивают для себя всех россиян. То есть я, наверное, могу, но не хочу туда ходить. Я не могу понять, когда люди огульно вычеркивают для себя всех палестинцев. Особенно мне странно, когда я читаю посты людей, которые, очевидно, одних со мной ценностей. То есть мы там в какой-то момент, 4 года назад, все уехали из России, потому что мы так не любим насилие над невинными жертвами, что мы не могли этого преодолеть. Мы с этим жить не могли. То есть для меня это константа. И я, когда вижу какие-то тексты, которые мне иногда кажутся людоедскими, всех уничтожить. Все террористы Газы должны быть уничтожены, включая, нет там женщин и детей. Дети не считаются, потому что это террористы виноваты, что мы их бомбим. И это так нельзя. Нельзя сочувствовать убийству людей. Никаких. Ни украинских, ни российских, ни израильских, ни палестинских. Каким ты видишь решение этого конфликта? Если очень просто, да, я выступаю за two-state solution. Я думаю, что признание государства, наверное, будет правильным путем признания палестинского государства. И это будет, конечно, лучше для государства Израиль. Ситуация, при которой очень много людей постоянно несчастны, это взрывоопасная ситуация, которая рано или поздно взорвется. Спустя 10 лет, спустя 15 лет, спустя 35 лет. У нас был один раз в мировой истории пример, когда общество удалось перевоспитать. Это где было?
после Второй мировой войны нацистская Германия и другие пронацистские страны, которые с ней были в одном, они как бы проходили долгий процесс денацификации. И первая денацификация была неудачной, а потом как-то выросло новое поколение, и оно по-другому посмотрело на все это. И в 70-е годы уже, кажется, это стало другое общество. Продолжаются внутренние какие-то обсуждения, и неонацисты возникают. То есть тебе кажется, что это перевоспитание, а не супрессия? Опять-таки, я не устаю возвращаться к каким-то странным примерам из начала 20 века. Сергей Юрьевич Витте однажды пришел к царю Николаю II, а царь Николай II был страшным антисемитом, прям чудовищным. А у Витте была жена еврейка, и он не был антисемитом. И он пришел к нему с предложением решения еврейского вопроса. У него было первое предложение. Первое – взять всех евреев и утопить их в Черном море. Огонь. И Николай II так на него смотрит, говорит, так, наверное, не получится, чтобы всех. Витте говорит, правда, так не получится. Но если первый способ не подходит, тогда нужно как-то сделать, чтобы они могли жить, и чтобы они могли нормально существовать, и чтобы они были в мире и счастье, существовали со всем остальным населением Российской империи. Это через неприемлемую, но крайнюю меру Витте подводил Николая II к тому, что люди имеют право на достойную жизнь, даже евреи. Все люди имеют право на достойную жизнь, и если у них жизнь достойные, они перестают быть угрозой. Но это очень сложно. Я работал и в Газе, и на Западном берегу. Я знаю многие страшные. Это довольно тяжело. Очень много людей живут в очень плохих условиях. А у тебя был ПТСР после твоей работы? У меня был постоянный ПТСР все время моей работы. Я же все время там ездил туда-сюда, туда-сюда. И я в какой-то момент понял, что я больше не могу, потому что я сойду с ума. Я перестал ездить на войну, пытаясь найти выход из всего этого, потому что я понял, что все, я закончился, кажется. И я тогда написал первую книжку. Это у меня была моя сама психотерапия. Я еще раз это все прожил, чтобы не ездить. У меня был случай, когда меня с мешком на голове везли на юг Ливана. Мне нужно было взять интервью у лидеров Хизбаллы. Если ты смотрела фильм «Эмилия Перес», там есть такая сцена, когда девушку-адвоката, ее как бы похищают, но ее похищают, потому что ее везут на переговоры к этому наркобарону. Ты же, когда ты едешь 2 часа в машине по ухабам с мешком на голове, ты не знаешь, тебя куда везут и почему у тебя мешок на голове. Но потом ты приезжаешь, и там классно было. Клубничные плантации в горах на юге Ливана. И это был день 9 мая. И я захожу, во-первых, красота невероятная. Заходишь, там сидят вот эти люди все и смотрят по телевизору трансляцию с Красной площади. С чугунной колбасой вот этой, которая... И так на меня смотрите с уважением. То есть я отчасти должен был бы быть рад, потому что они меня приняли с уважением. Они меня приняли как представителя вот этого. И с удовольствием со мной разговаривали, давали мне интервью, и вот это все. Обратно тоже с мешком на голове ехал? Обратно какое-то время, да. Но мне там уже объяснили, что, простите, у нас там это... То есть обратно меня с мешком, но с уважением. И тут мы вышли на такую площадку. Вау, это прям действительно Гарри Поттер. Это библиотека. Похоже на церковь. Архитектор нарисовал макет церкви и решил подарить Елю церковь. Пришел к администрации. Администрация ему сказала, у нас уже тут церквей столько. Нам нужна библиотека. Он пошел домой, зачеркнул слово «церковь», написал «библиотека». Поэтому она внутри выглядит как церковь, а это библиотека. Вот к вопросу, как люди зарабатывают. Я даже не знаю, вот я что должен написать, а потом как-то во что-то это переименовать, чтобы это... Нет, я очень надеюсь, что я в какой-то момент начну писать не про Россию, и начну желательно писать какие-нибудь остросюжетные детективы, которые Netflix будет экранизировать, и я буду сценаристом высокобюджетного и очень востребованного кино. Я всегда хотел экранизировать какие-нибудь свои книжки. И у меня были разные заходы. Видимо, это все... В будущем, видимо, что-то будет классное, потому что пока что облом за обломом. Всю Кремлевскую рать. Собирался экранизировать Роднянский. Анджелина сама
наша Джоли купила у меня опцион. И держала его, наверное, лет 5 до ковида. У меня был договор, который был подписан на Анджелину Джоли, Михаил Зыгорь. Я люблю говорить, что я с ней был в финансовых отношениях. Ну и потом все. Потом она его не продлила в какой-то момент, когда начался ковид. Потом с моей соавторкой американской был план сделать сценарий 3 сезона The Empire Must Die. Это был просто план делать американский сериал. Были переговоры с Apple. Все закончилось в 22 году. Потом был план с Жорой Крыжовниковым. Мы должны были делать сериал по книжке «Все свободные». И мы с Жорой писали сценарий. И уже даже были фантазии, кто какую роль будет играть. Кто будет играть Ельцина, кто будет играть Чубайса. Кто будет играть Ельцина? Максим Суханов. А Чубайса? Андрей Бурковский. Так. Я видел в роли Коржакова Алексея Кравченко. А Татьяну? Не дошли мы до туда. Мы, по-моему, обсудили только 3. Но написали пилот. Ну, а потом тоже все навернулось. В 22 году Роднянский говорил, что он Роднянский. хотел бы экранизировать всю кремлевскую рать. И? Ну, разные были мечты и идеи у разных людей. Питер Морган, например, человек, который сделал «Корону», написал пьесу про Березовского и Путина, которая называлась «The Patriots», и в качестве спектакля шла в Лондоне, потом в Нью-Йорке. И я точно знаю, что Питер Морган хотел снимать что-то. То есть при том, что Питер Морган мне сказал, что, конечно же, я читал «All the Criminals Men», это один из важнейших источников. Но он, конечно, хотел экранизировать не мою книгу, а свою пьесу. А потом, мы знаем, что из всего этого экранизировали книгу Джулиана Дамполи «Волшебник Кремля». Я думаю, что, как это бывает всегда, одновременно бежали в одном направлении много разных команд, много разных съемочных групп. Добежали эти. Я не думаю, что в момент, когда уже вышел фильм, где Путина играли Джуд Ло, будет сниматься второй фильм, тоже про Путина, какую-то параллельную историю, где его будет играть Том Круз. Я думаю, что это окошечко закрылось. С Роднянским у вас какие отношения сейчас? Очень хорошие. Ну как? То есть вас арабо-израильский конфликт не рассорил? Я не думаю, что мы находимся по разные стороны, потому что я не нахожусь на баррикадах. Я, наоборот, видишь, я стараюсь быть не на баррикадах. Иногда то, что пишет Александр Ефимович, меня шокирует. Но я понимаю его эмоции. Я никогда не буду с ним спорить. Я понимаю все эмоции всех людей, которые, например, живут в Израиле, или у кого есть родственники там. Я всегда на их стороне. Я когда был военным корреспондентом, я же никогда не был то, что называется embedded journalist. Я никогда не был прикреплен ни к одной армии. Я был все время с мирным населением. Я был или в городах, которые бомбят, или в лагерях беженцев. По-разному. В гостинице «Палестина» я был, в Багдаде, в знаменитой, которую потом разбомбили. Да, там я был. В Дарфуре я был в лагере беженцев, вот там, где в Эль-Фашере, где сейчас происходит то же самое, что 15 лет назад. Я всегда на стороне мирного населения. Ни один политический конфликт не черно-белый, кроме войны между Россией и Украиной. Вот тут вот все понятно. Тут понятно, кто агрессор, кто не агрессор. То есть за всю историю человечества во всех войнах все было сложно, а в этой все просто? Нет, везде все сложно, но тут нет никаких, по крайней мере, двух мнений точно нет. Россия напала на Украину. Так, мир соглашается на миротворческие силы в Израиле и Палестине. Security Council changes after 85 years. Президент Мамдани revives USAID. СОКС какие-то, я не знаю. Что-то в 2045 году случится. В общем, в 2000... Ну, это какие-то были... Новый мировой порядок, это какие-то студенты, которые придумывали, что им кажется вероятным случится в 1936 году. Ну, запомним, что Мамдани будет президентом не в 31-м, 36-м и 45-м. Ну, окей. А это вот все вот эти ваши fellowship, да? Это, да, предыдущие годы за последние 25 лет. Вот здесь вот буду я вместе, но при этом самое смешное, я уезжал в тот день, когда было фотографирование, поэтому на общей фотографии меня нет, меня очень смешно прифотошопили. Вот, смотри, 2010 год, вот там вот. Тебя подсадить как-то? Я подпрыгну. Я тебе могу показать, вот там вот фотографии, вот этот вот человек во втором ряду, это Алексей Навальный. И вот там вот 2009 год, вот там вот женщина прям посередине, брюнетка, это Мария Карина Мачадо, последняя нобелевская лауреатка.
Обалдеть. А вот это Вакарчук. Его тут хорошо видно. Собирался баллотироваться в президенты, приехал в Ель, понял, что не нужно, и все. Наверное, нужно, чтобы хорошие люди шли в политику. Ты пошел? Я бы... Нет. А зачем ты пошел вместе с Собчак в политику? Пошел? Ну, ты же ее консультировал. Так. Ну-ка, какие ваши источники? Ты не был Я, ее Катечка, консультантом. никогда ее не консультировал. Она меня звала быть главой ее предвыборного Это штаба. я знаю. Если она меня звала быть главой штаба, ну, какой мне был бы смысл тайно ее консультировать? Нет. Мы знаем все с тобой людей, которые ее тайно консультировали. До упора я убеждал, что ей ни в коем случае не надо баллотироваться. Мы с ней очень долго на эту тему спорили. Я разные, самые какие-то инфернальные аргументы ей предлагал и говорил, что ей ни в коем случае этого делать не надо. И она мне даже в какой-то момент пообещала, что типа все, она не будет. А потом я уехал в Америку, и я хорошо помню, я ехал за рулем между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, и мне позвонила наша знакомая и сказала, все, мы тут подписали договор на работу с вашей компанией. Я говорю, с какой компанией? Собчак, там говорят, что ты будешь главой штаба. Я говорю, что? И на утро я узнал, что все, она как бы решила побежать. И это было совершенно, я к этому не имел никакого отношения. Я был категорически против. Я пытался ее отговорить это делать. Но потом в интервью, если я не ошибаюсь, Шихман, ты говорил о том, что тебе за нее не было стыдно, когда она участвовала в этой кампании. Я ее осуждал за эту игру. Мне казалось, что не нужно играть с дьяволом, потому что ты его не можешь оседлать, даже если тебе кажется, что ты его оседлаешь. Я, наверное, говорил Шихману то, что я действительно за нее голосовал. Я ходил на выборы и голосовал за нее. Почему? Это что-то такое, не знаю. По дружбе? По дружбе, да. По дружбе. Я был против ее кампании, я не участвовал в кампании. Ты же не путаешь меня с Антоном Красовским? Да, вроде нет. Или с Демьяном Кудрявцем? Нет. Вроде нет. А как я мог оказаться в одной комнате с Антоном Красовским? Ты что? Такое количество людей оказывались в одной комнате с Антоном Красовским. Not me. Ксения же дружила и с тобой, и с ним, поэтому вы вполне могли оказываться за одним столом, например. Принципиально. Ты заранее все предвидел? Ты знаешь, в этом смысле он работал на Контр-ТВ, и для меня все было понятно. Скажи, пожалуйста, когда говорят о том, что ты вырастил Собчак как журналиста, что имеется в виду? Она несколько раз в далекие годы писала, говорила, что я ее учитель, я с ней занимался. Я был шеф-редактором ее программы «Собчак живьем». И мы с ней обсуждали, придумывали, как подбирать гостей. У нас с ней были бесконечные летучки подолгу, по несколько раз в неделю. Она как на работу, но при этом сильно больше, чем на работу. Она приезжала на «Дождь», и мы с ней часами обсуждали будущее интервью. У меня была такая теория, что это не обычное интервьюшное шоу, это типа театр. Драматургия, да. Поэтому каждый раз мы должны придумать ей роль в соответствии с тем, какой гость. И она к этому гостю должна подходить в какой-то новой роли. Вот я помню, Кали Пугачевой, у нас для нее была роль, что она как Золушка приходит к фее крестной за советом. А это то интервью, где они бесконечно ругаются? Да. А что там не получилось? Ничего не получилось. Вопросы... ничего не сработало. А какое получилось? Великолепное. Мне кажется, с Лукашенко было прикольно. Из него потом нарезали очень смешной мем. Первый раз мы такой вопрос задавали Жириновскому. Можете ли вы писать свои похороны? Это придумала Таня Арно для «Hard Day's Night» с Жириновским. И я потом решил, что обязательно нужно у Лукашенко спросить. Я помню, что ей было страшно. То есть, когда ты сидишь перед Лукашенко, и ей было страшно, но она... При том, что он ее абсолютно покорил. Я помню, мы тогда с ней после этого... Покорил чем? Умом или мужественностью? Тем, что он настоящий. Тем, что он не прикидывается тем, кем он не является. И я ей говорил, Люди на таком уровне политики, по-моему. Это то, что называется «нашла дура, чем гордиться». Это я про Лукашенко. Какие-то были, наверное, удачные интервью. Мы с ней проработали в этом качестве года 2. А потом я перестал. Подожди, а когда говорят, что ты сидел у нее на ухе, то есть ты до интервью продумал драматургию, а потом... Шеф-редактор, шеф-продюсер сидит на ухе у ведущего все время. Я сидел в ухе во время почти каждого эфира «Hard Day's Night». И когда я не был в кадре, я всегда был... Ты вопросы подсказывал? Я как-то координировал драматургию. Помогал им всем.
Ну, мне кажется, что если тебе кто-то в ухо там еще болтает во время интервью, ты отвлекаешься. Есть люди, которые умеют работать с ухом, есть люди, которые не умеют. Ну то есть я, видимо, не умею. Вы общаетесь с Собчак после 22 года? Нет. Обменялись, наверное, в совокупности там 5 или 8 сообщений в WhatsApp. Она мне звонила, когда она узнала, что умерла моя мама, она мне позвонила. Наверное, был единственный наш разговор. Спросила, чем может помочь. Я ей сказал, что ничем не может помочь. Уже похороны были, и уже уже ничего не нужно, спасибо. Ну, это же по-дружески хороший поступок. Да. Я всегда стараюсь уберечь себя от шитока, как ты заметила, в отношении любых людей, и включая Ксению Собчак. Ну, нет, во все вопросы о ней ты так в выражениях не стесняешься. А что? Попом Гапоном ее обзывала. Гапон в моей книжке «Империя должна умереть» — это очень положительный персонаж. Это прям классный персонаж. Просто это человек... В твоей книжке, это да. просто... Я не говорил про папа Гапона, я говорил, что она, мне кажется, делает то же самое, что Георгий Гапон из моей книжки. Человека, а там конкретно у него вот эта линия про то, чтобы оседлать дьявола. Он просто про это все время говорит, что он хочет оседлать дьявола и куда-то прилететь. И мне кажется, что это очень сложная задача. Я должен сказать, что у нас с ней была после этого переписка, и она мне написала, что это плохое сравнение с Попом Гапоном, хорошее сравнение – это Одиссей. Это человек, который хитроумный, всех перехитрил, и когда нужно было, заткнул уши от сирен, а когда нужно было, сразился с циклопом и все-таки смог, в конце концов, приехать домой. Она мне вот так ответила, что она видит свою ролевую модель так. Я, как ты знаешь, стараюсь никогда ни с кем не портить отношения. И с кем возможно сохранить. Тем более, если это касается какого-то источника. Но поскольку мы с ней дружили, то перепрыгнуть из друзей в источники я не могу. Общаться с ней по-светски и спрашивать у нее, как у других людей. Типа, как Москва там, а расскажи, что говорят об этом, а что говорят... Здесь город весь существует вокруг университета? То есть люди еще чем-то хотя бы занимаются? Очень странный, потому что город Нью-Хейвен игнорирует университет, или наоборот, университет игнорирует город Нью-Хейвен. Ель – это, конечно, центр Нью-Хейвена, и это богатый, престижный и вообще сногсшибательно успешный. За пределами, вот если развернуться вот туда, например, или вот туда куда-нибудь, начинается жесть. Начинаются очень бедные, неблагополучные районы. Я не знаю, точно ли это статистика, но вот я много раз слышал эту фразу, что типа треть населения неграмотные. Может быть, это преувеличение, но это как бы парадокс города, что весь центр супер в деньгах, еле очень богатый университет. И сейчас я объясню, почему. По местным законам Ель является некоммерческой организацией, и поэтому не платит налогов. Так. Поэтому вот эти все деньги, которые ты тут обучался? Ель зарабатывает, они все поступают в эндаумент и не поступают в качестве налогов ни городу, ни штату Коннектикут. Поэтому деньги поступают, студенты платят, которые учатся. Конечно, студенты платят. И они они все идут на развитие, на оплату преподавателей, на оплату того-сего. Это мы очень много с моими однокурсниками обсуждали, как же это так. Когда мы обсуждали, каким должно быть Good Society, вот это то, что, какая же несправедливость тут у нас прям под носом. То есть университет был построен до американской революции. Здесь там училось 10 отцов-основателей. То есть когда мы говорим про колоссальную историю России, то, что мы древняя страна, а у Америки история началась позавчера, то Ель возник до Московского университета. До самого старого университета в России. Мне, конечно же, кажется, что это очень диспропорциональный город. Дорогое образование, дорогое жилье. Вот здесь ты проходишь через 2 шага, мы можем с тобой дойти до парка, который называется Нью-Хейвен Грин. Там наркозависимые люди употребляют субстанции прямо на газоне. Вот здесь мы можем увидеть с тобой такая синенькая лампочка и синенькая кнопочка. Для чего она тут стоит? Если ты будешь бежать вот здесь, на тебя нападет кто-то, ты подбежишь сюда, и это тревожная кнопка. И по городу мы это можем увидеть вот там, там. Много. Везде эти синие тревожные кнопки, потому что очень высокий уровень преступности.
мне все время по внутренней ельской почте приходит уведомление о том, какое где произошло преступление. Вот сегодня утром я с интересом читал о том, что у меня вот буквально под домом произошло преступление. Девушка вышла из бара в час ночи, на нее напал человек, спреем попрыскал ей в лицо, отобрал у нее перс и был таков. Ну, как бы тут из-за того, что очень очень необеспеченные, неблагополучные люди, а рядом с ними очень обеспеченные, много проблем, они были бы, наверное, решены, если бы система налогообложения была как-то по-другому устроена. То есть как будто бы Трамп не так уж и не прав. Трамп, наоборот, он же вообще с другой стороны. Многое из вот этих... из трамповской борьбы с поставкой наркотиков бьет не в те цели, в которые должно бить. Но, в общем, как республиканец, вряд ли Трамп будет выступать за то, чтобы побольше налогов ввести, чтобы перераспределить их в пользу бедных. Нет, он не будет этого требовать. Он будет наезжать на Ель, и как бы все не понимают, почему, когда администрация наезжала на все университеты и говорила, что они много распространяют либеральные заразы, свои ВОК-ценности внедряют в головы, много на кого наехали, в первую очередь на Колумбию и на Гарвард, а Ель просто прошли стороной. Почему? Есть версия, в которую никто здесь не верит, но единственная версия, что потому что Джей Ди Венс закончил Ель. Может, они как бы берегут свое. Но удивительным образом все русскоязычные иммигранты нет-нет, да и дрейфуют в сторону того, что Трамп не так уж и не прав. Ты держишься? Многие очень русскоязычные иммигранты во всем мире имеют склонность голосовать за правых и очень правых политиков. Те, кто в Израиле живут, любят Нетаньяху. Те, кто в Америке, Брайтон-Бич, голосуют за Трампа. Мне совсем не трудно держаться. Знаешь, я в этом смысле, переехав в Нью-Йорк, очутился примерно в Москве. Мой круг общения и мой бабл, мой пузырь абсолютно такой же, какой у меня был в Москве. Я живу в либеральном городе в окружении либеральных журналистов, которые видят своей целью бороться с государством. То есть ты, когда приезжал, ты был как будто бы в тренде? Да нет, что значит в тренде? Я как бы... Нет, просто все эти люди, с которыми я общаюсь, они устроены так же, как и я, и так же, как устроены были мои московские друзья. Это все журналисты, которые либеральные, и они все в ужасе от Трампа. Ну да, но я имею в виду, что еще пару лет назад, при Байдене, это все было трендом. Нифига, не совсем. Я, например, в прошлом году написал колонку в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой сравнивал желание Байдена переизбраться с выборами в России 1996 года. Которым ты посвятил целую книжку. С переизбранием Ельцина. И это был интересный момент. Так. Большое количество людей, несколько очень известных американских журналистов, меня просто загнобили. Как ты смеешь вообще сравнивать пьяницу Ельцина и замечательного демократа Байдена? Но газета «Нью-Йорк Таймс» при этом было понятно, что как бы им это понравилось. Они не смутились, что какой-то пришлый русский дает им советы по поводу того, выдвигаться Байдену или не выдвигаться. А потом, когда Байден уже вышел из гонки, и особенно вышла книжка Джека Теппера, журналиста CNN, который просто по пунктам повторяет мою книжку «Все свободны», сюжет примерно такой же. Семья, которая всем рулит, которая очень хочет, чтобы папа остался. Папа, который президент, который может работать 4 часа в день, а потом, в общем, за него вся семья его подталкивает, водит и говорит, что рукопожатие крепкое. Ну, в общем, некоторые люди, которые меня били по голове за мою колонку про Ельцина и Байдена, потом мне сказали, что надо же, не так уж и не прав ты оказался. Поэтому нет, можно было критиковать и Байдена, и очень многие так делали. Либеральные журналисты, они поэтому либеральные, они всегда против всех. Баба-Яга всегда против всех. Белое пальто, вот это вот, знаешь, оно везде. Я в хорошем смысле. Мне кажется, что белое пальто это всегда хорошо. А это всегда хорошо, ты считаешь? У меня не белое пальто, но у меня белые джинсы.
Когда ты сказал, что если мы выбираем, что в основе чего-то лежит заговор или глупость, и, скорее всего, всегда это глупость, это мне напомнило приписываемую Волошину цитату о том, что если вам кажется, что это конспирология, на самом деле это обычное русское распиздяйство. Правда ли, что главным консультантом и идеологом книги «Вся кремлевская рать» был Волошин? Что значит идеологом? Ну, я у него брал много интервью. Это понятно. Но правда ли, что вас связывает личная дружба? Нет, нас не связывает личная дружба. Просто мы в таких разных возрастных плоскостях. Ну что? Волошин человек, который общается с журналистами. И я думаю, что он до сих пор с многими журналистами, в основном с иностранными, я не знаю, как сейчас происходит, но он был всегда известен тем, что ему было интересно общаться с журналистами. И я у него много брал интервью, пока писал эту книгу, много-много раз. Но не только с ним. Я знаю просто, что книга в какой-то момент очень не понравилась Светлане Медведевой, будто бы ей больше всего не понравилось название части «Царевич Лжедмитрий». То есть там у меня же Путин грозный, Путин львиное сердце Путина, а про Медведева был «Царевич Лжедмитрий», и будто бы она на это обиделась, и потом ходила версия, что все это придумал один Волошин, под диктовку Волошина я это написал, но это было, мне кажется, такое. Это было контрнаступление от одной конкретно обиженной стороны. Но у тебя в каждой книжке есть какая-то одна обиженная сторона, получается? У меня во многих книжках есть много обиженных сторон. Из того, что мне передавали. Обиделся Черкесов. На что, на «Все свободны»? Нет, почему? На Кремлевскую рать. А с другой стороны, я помню, что в какой-то момент я на открытии Ельцин-центра встретился случайным образом. Я никогда не видел их всех в таком большом количестве, чтобы все герои моей книжки сразу было пространство примерно как вот это. И там все, знаешь, все возлегли, и Агнец, и Лев. Вот тут Альбаца, вот тут Сечин. И я вдруг, наверное, единственный раз в жизни разговаривал с Костиным. И он мне говорит: Михаил, мне так понравилась ваша книжка. Я купил и всем ее подарил. Вот Сечину, Игорь Иванович подарил вашу книжку. Мне как-то немножко я начал подергиваться, когда я представил себе, как Костин дарит Сечину. А как ты вообще работаешь над книжками? То есть ты записываешь огромное количество интервью. Ты все интервью делаешь сам. И вот для новой книжки тоже. Конечно. А как? Кто еще? Как еще? Конечно. А дальше что происходит? Дальше я составляю подробную базу всего. Это я делаю, как правило, еще до интервью, но потом я ее пополняю. Я всегда работаю в Excel. У меня есть экселевские таблицы по поводу всего. Время по оси ординат, темы по оси абсцисс и на каждый день сопоставление, что происходило с разными героями в каждый конкретный день времени. Я должен знать про всех все. То есть желательно перед интервью с человеком ты должен знать историю его жизни лучше, чем он сам помнит. Потому что иначе... А зачем тебе этот человек? Но ты же не можешь все равно все узнать. Ты не можешь узнать его ощущения, ты не можешь услышать диалоги. И там какие-то есть пропущенные мотивации. Ты можешь узнать то, что в открытых источниках. Кто, когда куда поехал, приехал, встретился. Как минимум для того, чтобы давать человеку подсказки. Потому что люди могут забывать. Ты можешь спросить у человека: расскажите, как все начиналось. Ты же даже, когда со мной разговариваешь, ты говоришь: вот в начале 2000-х ты был в Каире, а потом ты был не в Каире. Нужно подсказывать людям. Чем точнее ты им подсказываешь, тем лучше. Например, 19 августа 1991 года ты, Миша, был в деревне Михайловица Костромской области. Как ты там оказался? Спросил бы ты меня. И я бы тут не отвертелся. Я бы не смог тебе сказать: а я не помню, что я тогда делал. Кажется, по телевизору было «Лебединое озеро». А ты мне скажешь, что я был в деревне Костромской области, а там и телевизора-то не было. Поэтому не видел я никакого «Лебединого озера». Но при этом мне кажется, что беря вот такие вот тематические интервью, ты вполне можешь направить человека в ту или в другую сторону, которая тебе нужна. Да как ты можешь направить человека? У меня нет ответа, когда я начинаю решать задачу. Я к ответу прихожу по ходу, как правило. Я помню, это было обвинение Чубайса, которому не понравилась книжка «Все свободны», и он мы с ним очень долго ругались по телефону, и он мне говорил: оказывается, вы заранее просто пытались подогнать под ответ. Конечно, нет, конечно. Это основная претензия к твоим книжкам, у читателей, что у тебя есть сперва ответ, а потом ты под него подводишь базу.
Интересно, и какой у меня был ответ в книге «Вся кремлевская рать»? Под какой ответ я пытался подвести? Потому что Волошин хороший? Да ладно. Да «Война и ладно. наказание» про то, что Россия с утра до вечера гонялась за Украиной прям с самого начала и хотела все время ее уничтожить. Темная сторона Действительно, Земли. никаких у нас подтверждений этому нет. Не все время. Там наоборот у меня то, что вечная история России с Украиной, она начинается с 17 века, буквально началась позавчера. У меня книга «Война и наказание» начинается с Иннокентия Гизеля, который придумал, что русские украинцы – это один народ. С человека, который изобрел вот этот нынешний нарратив. Противодействие нынешнему нарративу, ты создаешь новый нарратив, который тоже является отчасти новой пропагандой. Он не может являться пропагандой, потому что пропагандой является то, что транслирует государство. Я не государство. Вот смотри, вот ты меня по ходу дела упрекнула в том, что я иногда сглаживаю острые углы. Так, и это тебя задело. И это меня задело. Книга «Война и наказание» – это была моя эмоциональная, осознанная, разумная, может, неразумная, но очень эмоциональная и рассудочная реакция на нападение России на Украину. И я считаю, что писатель или как бы любой человек не может в такой ситуации никак не отреагировать своим творчеством. Мне нужно было заорать. И эта книга была моим высказыванием на начавшуюся войну. Но эта же книга выдает себя за историческое исследование. Это историческое исследование. А ты говоришь, что твоя эмоциональная реакция. Эмоциональная реакция – это эссе. Мы себя много лет обманывали. Или много веков обманывали. Мы не слушали других людей. Я лично много лет объяснял журналистам, что неправильно писать и говорить в Украине, надо на Украине. Ты так говорил? Конечно, будучи редактором. Я помню день, когда я передумал. Когда? Была у меня конъюнктурная реакция или что-то еще. Это было в тот день, когда Совет Федерации в феврале 2014 года рассматривал решение о вводе войск в Крым. Памятная история. Я был дома, но смотрел трансляцию, которую комментировал тогда ведущий «Дождя» Павел Лобков. И я поскольку у нас уже все тучи над нами сгустились, в том смысле, что уже почти отовсюду выкинули, нас, кажется, кроме триколора. Уже была полная жопа, поэтому я должен был следить за каждым миллиметром эфира. И я смотрю эфир телеканала «Дождь», и там выступает какой же это сенатор какой-то, который говорит: я предлагаю выдворить из Российской Федерации посла Соединенных Штатов Америки. И нам показывают трансляцию, но закадровый комментарий голосом Павла Лобкова говорит: да ебаный в рот. И это слышат все зрители телеканала. И я так думаю, только я слышал или все? В ту же секунду я открываю Facebook и читаю пост своего друга Филиппа Дзетко, который пишет: смотрю я по «Дождю» трансляцию, и там чувак говорит: давайте выкинем из России американского посла. И я про себя думаю: да ебаный в рот. И тут в этот момент комментарий Лобкова: да ебаный в рот. Я думаю, какой хороший комментарий на «Дожде». Узнав про это, ты перестал запрещать говорить на Украине? Я снял Лобкова с эфира в тот же момент. Я позвонил, вызвал Тихона Дзетко, чтобы он его заменил. Но в целом было понятно, что все, война. Сейчас Россия нападает на Украину и будет оккупировать Крым, не Крым. Это не была моя реакция на слова Лобкова, но была моя реакция на осознание того, что сейчас что происходит дальше. И я вдруг понял, что нужно сделать что-то в поддержку Украины. Единственное, что мне пришло в голову, это, окей, если украинцам так важно, а им же правда важно, чтобы мы всегда говорили в Украине, то самое невинное, что я могу сделать, это поменять на отдельно взятом телеканале «Дождь» правила и настоятельно попросить у всех, чтобы мы теперь поддерживали и уважали украинцев, а не забивали на их просьбу. Но я это как маленькую иллюстрацию. Мне кажется, что мы в целом
в российском историческом нарративе и в нашем подходе к нашей истории мы всегда не обращали внимания ни на кого, кроме себя. Или даже не себя, а даже, эта история, это же даже не история России, это не история нас, это история Путина и его предшественников. Вся история России всегда написана, как будто бы мы смотрим из Кремля, или там из Зимнего дворца. Это все типа слава России, на самом деле, ни хрена подобного. Наших с тобой предков, они не были великими победителями и триумфаторами. Они были всегда, как правило, пушечным мясом. Они были щепками, которые летят, когда лес рубят. И так со всеми предшественниками любых граждан России. А, как правило, это еще и разные народы, которые колонизировали, которым запрещали говорить на их языках. И мы никогда в жизни, в нашей истории не обращали на это внимания. Всегда всем было обидно признавать, что Россия – это колониальная империя. В целом книга «Война и наказание» она только про одно. Про то, что давайте все-таки не будем делать вид, что Россия – это не колониальная империя. Давайте не будем воротить нос и говорить, колония – это что-то, что за океаном. Да нет, ни хрена. Завоевание Сибири – это типичная колонизация абсолютно. И она так и называлась в момент, когда это происходило. И в XIX веке тоже так называлась всеми историками в России. Это то же самое, в тот же самый момент и теми же самыми методами, как англичане и французы колонизировали Северную Америку. Но, тем не менее, когда ты в своих исследованиях, посвященных колонизации Сибири, говоришь о том, что в русских учебниках ничего не написано о том, что кто там жил до этого, это же неправда. Но мы почти не знаем, кто там жил до этого. В учебниках есть целый параграф того, кто там жил до этого. Кать, это... нет. Понимаешь, архив Сибирского приказа в Гарфе не введен в научный оборот процент, я забыл, на 90%. Семикласснику-то он зачем? Просто русские историки никогда этим нахрен не интересовались. Как жили самоеды, ты знаешь, честно, мне кажется, что про иракезов и делаверов, и магикан, и чероки мы знаем больше, намного больше, чем про коренные народы, которые жили в Сибири. Потому что есть какая-то литература, Фенемор Купер, который и фильмы про североамериканских индейцев, и ничего нет про население Сибири. Тут соглашусь, но в учебниках про это написано. Что значит там написано? Покорение Сибири Ермаком там написано. Там Ермак, молодец, пришел. Сибирское ханство, что? Там было государство, там были государства какие-то, которые мы завоевали. Какие государства? Там дичь же была. Самоеды, они, наверное, дикие. Вот именно про это моя книжка. Про то, что мы думаем, что нет, мы все знаем. Ничего мы не знаем. Мы всегда с высоты собственной цивилизаторская роль, как в Британской империи. Знаешь, бремя белого человека. Мы, русские, с нами Бог, мы им все. Мы им железные дороги построили, школы, институты, свет провели, а они такие неблагодарные. Да черт возьми. Людям в Британской империи стало стыдно, более-менее стало общим местом, что так стыдно говорить, примерно в тот момент, когда Киплинг написал «Бремя белого человека». Это было начало 20 века. И уже к концу своей жизни Киплинг считался, окей, Маугли это ладно, но как мыслитель зашкварно, потому что слишком неприлично так себя возвеличивать. У нас до сих пор считается это прилично. Как ты думаешь, почему твой проект 23-го, если не ошибаюсь, года про великих русских злодеев не взлетел? Смотри, это был не совсем мой злодей. Злодей твои! Мопед не мой. Проект был так придуман, что это разные люди без какого-то непосредственного централизованного управления делают мультфильмы. Я вместе с Ильей Кржановским и вместе с Андреем Юрьевичем Кржановским, его отцом, великим русским мультипликатором, мы придумали, что нужно попробовать отчасти, чтобы дать возможность уехавшим художникам-аниматорам работать и выразить свое отношение, но чтобы придать этому какую-то сериальность, мы раздали темы, давайте сделаем сериал про историю. Опять-таки, это было провокационно. Пропаганда это.
Смотри, это была провокация, а не пропаганда. Пропаганда – это когда что-то исходит от сильного. Кажется ли тебе справедливым судить политиков или диктаторов даже, или каких-то значимых фигур там, 15, 14, 13 века по лекалам 21-го? Я уверен, что про каждого человека и можно, и как бы и нужно смотреть на него, понимая контекст, но и глядя на это сегодняшними глазами. Тогда это было нормально, но вообще-то князь Владимир, у него вот он хотел взять в жены Рогнеду, дочь полоцкого князя, она ему отказала, он за это убил полоцкого князя, всех его сыновей, изнасиловал женщину, взял ее наложницей, она стала потом одной из его 6 жен. И ее старший сын Изяслав всю жизнь его ненавидел. И это такая... Бывало ли такое еще где в мире? При чем тут это? Вопрос... Но если мы говорим об исключительности какого-то... Мы не говорим про исключительность. Вот у тебя сейчас контраргумент в стиле, а у них там линчуют... Нет, я говорю к тому, что в те времена это было принято везде. В тех временах это было по-разному, но, в принципе, это никого не шокировало. Да. Но... Там люди людей жгли, бывало. Нет, и в этом смысле контекст всегда важен. Да. Что вот он сделал вот так, и это было норм. Так делали все время. Но должны ли мы это вычеркивать специально, чтобы какой-то гламурный или священный образ не омрачать? У Томаса Джефферсона были рабы. И он как бы великий просветитель, человек, который идеи эпохи просвещения притворил в жизнь и написал Декларацию независимости, и написал про то, что у каждого человека должно быть право на стремление к счастью, не имел в виду чернокожих рабов. Ему не приходило в голову, что они тоже имеют право на стремление к счастью, и как бы он не освободил своих рабов, и даже более того переписывался с одним из своих рабов, который писал ему письма, типа, а как же мы? А он написал, а что вы? Вы нет. Это не вам было. Это вопрос очень актуальный в современном американском обществе. При президенте Обаме открыли музей афроамериканской культуры и истории в Вашингтоне. Прекрасный музей, который вот рассказывает про другой взгляд на историю Америки, глазами чернокожего населения. Это пропаганда или это альтернатива? Это возможность посмотреть другими глазами. Таких взглядов должно быть, я считаю, должно быть много. До этого был один мейнстрим, один взгляд глазами святых отцов-основателей. У нас есть Джордж Вашингтон и его вернись к русским. У нас есть священная традиция смотреть глазами русских правителей. Но поэтому, наверное, не грешно было бы посмотреть и глазами других людей. Например, я не знаю, Новгородской республики, которая была уничтожена Иваном III. Справедливо. Примерно в то же время, когда турки взяли Константинополь и вырезали. Но исторический факт, что как бы москвичи вырезали новгородцев намного жестче, чем турки греков. Это кто сравнивал? Это можно все почитать. Просто Мехмед Завоеватель, войдя в Стамбул, тогдашний Константинополь, решил никого не карать. На коне въехал в Софию и сказал, все будет у вас окей, не бойтесь. Это легендарная история, но памяти о том, что вот столько-то людей закопали заживо, а столько-то людей отрезали уши, носы, и все, нет. А там-то прям во всех летописях все подробно. И я считаю, что посмотреть на этих людей, не как на наших или на не наших, а просто это другой взгляд, который тоже интересный. И посмотреть глазами Золотой Орды. Сколько можно демонизировать, и вот эта формировка татаро-монгольская ига. Нет, это тоже наши какие-то предки каких-то других людей, которые живут на территории России. Нельзя демонизировать историю, не нужно в истории вычленять наших и не наших. Есть много разных взглядов. Говорит человек, который создавал историю русских злодеев. Это была провокация. Смотри, шутка не удалась. Я не писал этих текстов. Это не мои тексты. Конечно.
Я не писал этих текстов. Я придумал направление, что можно взять разных каких-нибудь людей. Ни одного текста я не написал. Все придумывали разные художники-мультипликаторы. А что потом закрыли, все это спрятали? Потому что фонд, который давал на это деньги, признали нежелательной организацией, и чтобы никого не подставлять. А там какое-то количество людей этим занималось. И вот я сейчас тебе сказал, и всех подставил. Сейчас спрятали уже не найдешь. В ноябре 2014 года ты в Нью-Йорке, вот здесь неподалеку, получал международную премию за свободу прессы. Помнишь эту церемонию? Да, очень хорошо. Что там было? Мне вручал ее главный редактор «Гардиан» в тот момент. Ведущей была Кристиана Манпур. Из CNN. Я вышел, произнес речь. Что ты говорил? Я говорил о том, что то, что мне дают эту премию, это очень плохо, потому что это означает, что со свободой слова в России очень плохо, потому что эту премию не дают людям, у которых все хорошо, и не дают представителям стран, где все хорошо с свободой слова. Если тебе дали премию за свободу слова, значит, в твоей стране какая-то жопа. И этот приз, конечно, не только мой, но и всех сотрудников «Дождя». Но это ноябрь 2014 года, Да. Иловайский котел уже произошел, танки уже вовсю ездят по Донбассу. Да. В тот момент у тебя было понимание, что война уже началась? В августе по-настоящему туда отправили войска. Да. Потому что до августа там были вот эта стрелковская банда. Зеленые человечки. Да. На Донбассе были даже такие вообще непонятно кто. А в августе туда отправили, их там нет, отпускников, то, что называется. И мы были одними из первых, кто начал про это говорить. Я хорошо помню, что я решил, что это настолько важно, что если там, правда, регулярная армия, то мы должны все остальные темы прекратить. Если мы работаем для нашей аудитории, мы должны ответить на самый главный вопрос. И мы начали вот это расследование разными способами. Обзвонили военкоматы, мы мониторили ВКонтакте Одноклассники. Вова Роменский и Илья Васюнин были на кладбище под Псковом и сняли вот эти первые могилы псковских десантников. Мы верифицировали довольно много людей. Я помню этот момент, когда возвращается из отпуска Наташа Синдеева. Ее все это время не было. И она приходит такая, загорелая, и говорит мне: знаешь, я вот сейчас шла пешком на работу, у меня было ощущение, что за мной какая-то черная машина все это время ехала. Что-то случилось? Может, мне есть о чем переживать? Я говорю: ты знаешь, в принципе, это возможно, потому что мы тут верифицируем российских солдат, которые воюют в Украине. И у нас очень такое мощное расследование. Она мне говорит, что ты совсем с ума сошла? Я говорю: смотри, сколько вот у нас подписчиков за последнюю неделю выросло примерно в 2 раза. Я показываю Синдееву статистику, она говорит: ладно, ездит черная машина за мной, ездит, ничего страшного. Молодцы, ребята, все хорошо, все, работайте дальше. И вот тут вот нас и выкинули из студии за это. Но ты не уехал из России. Я в смысле? В 2014 году. Да я работал на «Дожде». Да, я понимаю, но для тебя не было это катастрофой. То есть это было не так, как в 2022 году. Угу. Почему? Знаешь, мне показалось, что это война, но в 2014 году была возможность с этим бороться внутри России. У меня была работа журналиста и медиа-менеджера, который должен был работать с российской аудиторией и рассказывать людям правду, насколько это возможно. Пока это возможно, нужно было это делать. Вскоре ты уйдешь с «Дождя». В 2014 году и в 2015 году. И дальше ты сделаешь все самые свои успешные проекты внутри России с привлечением российских артистов и российских денег. Я что-то сделал против своих ценностей. Я продолжал бороться за то, что я считаю правильным, до последнего момента. До самого конца. В начале этого года я много раз, раза 4, наверное, слышал от разных своих американских друзей очень странный вопрос. Ты из России,
А скажи, а как определить, что пришел момент, когда пора валить? Ну вот, что все уже, пора уезжать из Америки, потому что все, Трамп, диктатура, кошмар. И я им говорил, не-не-не, ребят, стойте. Мы ждали, ну вот я ждал этого момента, не ждал, а наоборот, как бы пытался отдалить этот момент 22 года. Пока было возможно работать в России, я продолжал работать в России. Просто в 22 году стало уже все. Ну, как бы дальше никакая работа внутри, и говорить больше то, что нужно говорить, больше уже невозможно. Введена военная цензура. По закону о фейках за любую твою журналистскую работу, ну, почти за любую. Я знаю, что в этой комнате присутствуют люди, у которых получается работать. У меня, кажется, не получилось бы. Меня приговорили уже к 8,5 годам, значит, я не ошибался. Мне кажется, что то, что я делал в России, было не бесполезно. Я писал книжки, я ездил по всей стране с какими-то лекциями, я делал образовательные онлайн-проекты. И российскими деньгами... Дмитрий Борисович Зимин мне давал деньги, например. Да, разные были у меня партнеры и спонсоры. Компания Яндекс, Альфа-банк. Государственных денег не было. Ну, Яндекс разве не государственный, Альфа-банк разве не государственный? Ну, частные все-таки, да. Ну, деньги Фридмана. Тогда он еще не был под санкциями. Но как бы не Фридман мне давал эти деньги. Я был с ним не знаком даже, когда у меня был контракт на сериал про 68 год. Просто он был не в курсах. Ну, государственные деньги? Нет, не государственные деньги. Раз уж про деньги. Это правда, что проект путешествия твоего с Наташей Водяновой по России, это был проект, проспонсированный Блаватником? Нет. А то, что вы его придумали у него на лодке в Каннах? Да. А чьи были деньги? Мы познакомились у него во время Каннского фестиваля. Это правда. Но не то, чтобы как-то мы были в гостях. Я едва тогда знал Блаватника, но я был на Каннском фестивале, она тоже была. Там была просто вечеринка, на которой было какое-то количество... Хотя, может, русских там и... Ну, Блаватник точно русский. Там было просто не очень много знакомых, ну, там пару актеров, наверное. Ну, вот там мы с ней познакомились. И у нее была такая идея с самого начала. Деньги дали та платформа, на которой выходил этот сериал. Премьер. Это «Газпромовская» платформа. Да. Удивительно, что примерно в это же время Жанна Агалакова, чей фильм «Придет серенький волчок», тоже начинает путешествовать со своей дочкой по России, и это превращается... Ничего про это не знал. Не знал? Но вот начинаются две истории двух мам, которые хотят показать свою страну своим детям. И в одной истории это какая-то попытка реабилитации России. Нет? Поправь меня, если я не права. С Водяновой. А ты смотрела? Да. В каком месте там попытка реабилитации? В том месте, когда мы едем в Сандармох и показываем Сандармох? Нет. И Лукас ходит по вот этому кладбищу. Или в том месте, где мы идем в школе в Беслане? Там, ты знаешь, у нас для туристической поездки, для вот как бы Наталья Водянова показывает Лучезарную Русь, там в этом-то была... Там были, слушай, там были там ровно в этом была задумка, что это должно прикидываться почти гламурным шоу, но даже не 25-м кадром, а просто буквально сразу за оберткой ты узнаешь какие-то совсем не шаблонные, не стандартные, совсем не глянцевые вещи. Там как бы они приезжают в Карачаево-Черкесию, и начинается рассказ про Кавказскую войну XIX века. И она разговаривает с конюхом и спрашивает у него так случайно, типа, а у вас кто-то про это еще помнит? Вообще, насколько это важно для вас? И он смотрит на него вот такими глазами и говорит, да это вообще самое важное, что есть. Это я помню. Нет ничего важнее, чем эта история. Мне кажется, что это примерно все то же самое, что я делаю. Как по-настоящему это видят люди, и как выглядит взгляд с разных сторон, который отличается от магистральной линии партии. У нас там был другой сюжет «Дача Сталина под Сочи», и вот эта кондовая экскурсоводша, которая начинает абсолютно апологетическую экскурсию про Сталина. Это великий вождь. Мы были к этому готовы, поэтому я выполнял роль закадровую. Как обычно. Закадровую. Они задавали разные вопросы настоящие, а как же так? Потому что понятно, что находясь на этой даче, вот ровно там, Сталин провел
очень... То есть большой террор планировался там. И там расстрельные списки подписывались. То есть это место, откуда осуществлялось управление убийством людей. Там не то, что нет таблички, там даже нету напоминания о том, что это было. Поэтому мне кажется, что у нас был очень, прям супер осмысленный, но, с одной стороны, как бы реалити-шоу про настоящих людей. Вот там настоящие дети, которые едут... Это... Ты пару минут назад что-то мне сказала про слово «пропаганда». Было это пропагандой чего-нибудь? Нет, это не было пропагандой ничего. А вы кому адресовали этот сериал? Россиянам. Мы хотели, чтобы в идеале это могло бы быть и на экспорт. Была такая мечта, чтобы это могло быть и туда, и сюда. Но уже наступил 22-й год, потом и все. Сериал, по-моему, в 21-м же вышло. Смотри, у нас был план, вообще-то, мы успели съездить в 2 места. На Кавказ и на север. А хотели-то еще куда-нибудь дальше, по Волге, там на Алтай, что-нибудь еще. Мне казалось, что это очень осмысленный, классный проект про регионы, про настоящий какой-то взгляд изнутри. И я очень люблю взгляд глазами инопланетян. Я вообще, когда пишу книги, мне всегда кажется, что я пишу для инопланетян. Потому что, те люди, которые будут жить спустя 10 лет, они ничего про нас не знают. То, что нам кажется очевидным, очень многим людям не очевидно. Мне всегда казалось важным обращаться к вот этим людям. А тут у меня были Лукас, Нева и Виктор, дети Натальи Водяновой. Они фактически инопланетяне, которым интересно про Россию, которые даже плохо, но говорят по-русски. Мне было очень интересно делать историю про высадку инопланетян в России. Но вот у тебя страна хапнула часть другой страны, там ее войска, там, все реже, но обстрелы, а ты пытаешься изучить регионы, не занятые войной этой страны, те регионы, которые потом сейчас станут на военное положение. Ты знаешь, наверное, именно из-за этого меня так шибануло потом. Именно поэтому я начал книгу «Война и наказание» со слов, что я виноват. Потому что я долгое время был слеп и закрывал глаза на какую-то страшную правду. Да, потому что, мне кажется, что это был какой-то коллективный, довольно широко распространенный гипноз. Мы почему-то решили, что это закончилось. Для меня вообще главная песня 2014 года – это песня группы Шкловский под названием «Могуч». Я часто вижу по ночам, будто я иду из дома к магазину овощам, он еще не взорван. И дальше офис мегафона, в нем еще не минометное гнездо, из-за него потом полдома разнесло. Это песня про гражданскую войну в России, про войну между разными городами, про то, что ракетный удар, нанесенный по Москве и по всему остальному. И это у меня было такое ощущение, что что все, что открыт ящик Пандоры, и теперь война. Разрушенный Донецк был для меня ужасом, а потом почему-то что-то сработало, что мы как-то это вроде бы закончилось. Все, Минские соглашения, неосознанный самообман, но выключили же этот рубильник пропаганды. В какой-то момент Украину перестали ежедневно полоскать по телеканалам. Это заново включилось в 2021 году. А так где-то между 15 и 21 этого всего, по сути, не было. У нас был 18-й год, и самое счастливое лето в истории России. Чемпионат мира по футболу, когда все были абсолютно счастливы. Мне казалось, что все люди считали тогда, что она, почти Россия будущего. Смотрите, у нас такая открытая страна, к нам приехали все иностранцы, и всем хорошо, и у нас почти вот-вот откроют границы, и почти мы сольемся со всем остальным миром и заживем нормально. И я помню это ощущение, был какой-то мираж, что как будто бы Путина нет, вот этого всего нет, и это был вообще какой-то наркотический приход, получается. И это потом только задним числом. Потом в том же Столешниковом переулке, где радовались болельщики, мочили протестующих. Буквально через год. Что это? Это деньги, благополучие, стабильность. Что так обманывать? Да, удобство. В Москве так удобно, вот это все. Чтобы все потерять, чтобы от всего отказаться, чтобы совершить какую-то большую жертву, нужно через очень многое переступить. Все-таки, решение все бросить и уехать из России для меня это было
одномоментным решением. То есть я с утра 24 февраля все знал. Я вышел на улицу, я понял, что я не узнаю этого города. Я вообще не понимаю. Я пришел в свой офис на Лялину площадь, смотрел на нее, и мне казалось, что вообще это все другое. Мне казалось, что это самое красивое место в Москве, и самое вообще уютное, и самое невероятное. И я ничего не мог понять, что это какой-то абсолютно мертвый город. Такой какой-то, знаешь, эффект Томаса Манна. То есть, если фашизм победил, нужно уехать и говорить во весь голос про то, что там, к сожалению, победил фашизм. И у меня было ощущение 24 февраля, что все мое будущее закончилось. Все, о чем я мечтал, больше не релевантно. Наверное, именно вот это ощущение труднее всего было отпустить. Однажды у меня закончилось будущее, когда мы работали на «Дожде». И оно было супер светлое. Была картинка какого-то нашего великолепного, прекрасной России будущего, которая у нас как бы рухнула, у меня и у тех людей, которые видели ту же картинку, как и я. Она рухнула в 2014 году с разрушением «Дождя». Может быть, поскольку частью моего обрушения было обрушение «Дождя», которое мы как бы спасли, поэтому у меня, может быть, не так я воспринял начало войны, как мог бы воспринять. И не мог отпустить все равно картинку будущего, которое все еще возможно. Я думаю, что все равно не все потеряно. Все равно время работает на нас, или все равно молодое поколение, как бы вот нужно дождаться, нужно просто работать с молодежью, нужно поддерживать это общество. Так много хороших людей, и мы все равно выстоим. И мы, нет. В марте 22 года ты был одним из инициаторов и организаторов известного публичного интервью президента Владимира Зеленского российским журналистам через Zoom. Зачем это было надо? Во-первых, конечно, нужно было поговорить с Зеленским по-русски. Мне кажется, что это было очень важно. Зачем? Дать возможность человеку, на чью страну напали, поговорить с населением той страны, которая на них напала, при том, что они как бы изначально говорили на одном языке. Мне кажется, довольно важно. Но это было как пресс-конференция, только не лично, а через онлайн. Но это была не пресс-конференция, это было, когда 4 человека берут интервью. Это пресс-конференция? Ну да. Короче, какая разница? Это было интервью. У нас была на телеканале «Дождь» была программа, называлась «Hard Day's Night». Там было 5 человек. 4 приглашенных журналиста и ведущий. Ну, слушай, ты много раз участвовал в, как это называется, большой разговор с президентом Дмитрием Медведевым. Да. Странный формат. У нас не было другого формата. Я хотел, чтобы это интервью состоялось. По ходу того, как оно готовилось, у меня возникла еще одна мысль. Мне казалось, что очень важно этим диалогом не допустить возникновения константы «хороший русский, мертвый русский». Мне казалось очень важно продемонстрировать, что это не все русские воюют против всех украинцев, что диалог между народами возможен. То есть это за несколько дней до Бучи при этом? Это было, но вот как бы ты правильно отвечаешь на мой вопрос. У Зеленского была другая мотивация. Какая? Зеленский хотел, очевидно, чтобы русские встали и восстали против Путина, остановили войну. То есть он реально в это верил? Я думаю, что, как верил реально. Я думаю, что он надеялся на это. А почему, например, не поехать к тебе одному и не взять интервью одного у Зеленского? Я должен упомянуть, Илья Кржановский был как бы продюсером этого интервью. Он это придумал, что так можно сделать. Ему казалось тоже, что очень важно, чтобы люди разговаривали. Важно дать возможность Зеленскому высказать свои мысли, показать, что на самом деле происходит. Потому что не было никакого разговора на русском языке, который был бы слышен, как мне кажется, в России. У этого разговора какие были последствия? Никаких не было последствий, потому что он вышел за 2 дня до Бучи. Или за 3. Сначала, когда мы проанонсировали, что будет, что мы взяли интервью, Минюст или Роскомнадзор его запретил его публикацию на всех везде. Еще не читали, не слышали, но уже запрещаем. Уже осуждаем, потом мы его где-то, где могли, выложили. Через день случилась Буча. То есть, если бы мы на 2 дня позже то его бы уже не случилось. Зеленский уже бы не стал, наверное, с нами разговаривать. И в целом все наши надежды, мои, были Бучей перечеркнуты. Вот этого как бы диалога между обществами не получилось. Мне кажется, что было бы конструктивнее,
Ну, не то, что приятнее, а конструктивнее было бы, чтобы был такой единый антифашистский фронт. Российское общество, украинское общество, какие-то там активисты продолжали общаться и продолжали вместе бороться за какие-то общие ценности. Но этого же не произошло, к сожалению. При этом у тебя были большие контакты в офисе президента. Ты же с Ермаком общался напрямую? Я общался с Ермаком, но в этом смысле организатором интервью был скорее Илья. У тебя просто с Ермаком были человеческие хорошие отношения? Ну, смотри, я несколько раз брал у Ермака интервью для книжки «Война и наказание». Это было уже потом. Но я один раз виделся с Ермаком в жизни до начала войны. Как ты оцениваешь все, что происходит сейчас с Ермаком? Я думаю, что нам, обладателям русского паспорта, не надо комментировать, что происходит в Украине. Вы на связи? Нет. Я последний раз, наверное, с ним разговаривал, когда брал интервью. После этого нет. После этого никаких контактов с офисом президента у тебя не было? И они даже не смогли Я пытался смотреть тем людям, у которых я брал интервью, и всем своим знакомым в Киеве, я пытался отправить книжки и отправил, но для этого мне пришлось платить контрабандистам, потому что запрещен ввоз книг на русском языке. Это было смешно, что я подписывал книги в офис президента, и их контрабандно везли из Польши в Киев, и потом им как-то передавали. Но удивительно, что после всех вот этих вот событий, после пресс-конференции, после этих контактов, тебе не дали визу в Украину для Ялтинской конференции. Ну, почему? Удивительно. Нет, то есть ты ее вел по Зуму? Не стали делать исключения ради меня. Это вопрос, кто хочет взять на себя ответственность за то, чтобы принять решение, что вот этому гражданину России мы даем визу. Кто-то уже взял однажды на себя ответственность до этого, чтобы дать паспорт Невзорову. Но я явно не выступаю с тех позиций, с которых выступает Невзоров. Поэтому не было ни одного человека, который бы стал впрягаться и добиваться, чтобы мне дали визу. Потому что я никому не друг, и не брат, и не сват. Сейчас бесконечно всех штормит от новостей. Эти договорились, эти не договорились, а вот такие условия, сякие условия. Как ты себе представляешь, учитывая то, какое количество исторических книг ты написал, и сколько историй про войны ты знаешь, какой может быть финал хотя бы промежуточно у этой войны? Самое ужасное, что я не верю в то, что возможно какое-то перемирие и что Трамп добьется подписания соглашения. Я в это почему-то не верю. Я когда простраиваю себе какие-то, или когда я пытаюсь разговаривать с какими-то источниками, я не могу найти никакой точки опоры. Я не вижу, как это может произойти. Потому что, не знаю, наше с тобой интервью выйдет через какое-то количество недель. Может быть, это время докажет мою неправоту. Мы видели, когда был так называемый план Трампа, там сколько-то пунктов, и они были все пункты Путина. То есть удовлетворить требования России на 100%. И даже этот план им не подошел. Им это кому? России. Угу. Даже это. То есть окей, даем все это. Возвращение в восьмерку, снятие санкций, передача Донецкой и Луганской областей, Украина не войдет в НАТО. Нет. Это значит, что изначально эти все требования были фантастические условия, на которые никто никогда не пойдет. А когда окей, мы готовы. Не, мы не это имели в виду. Эти переговоры не ведут к миру. Потому что война намного интереснее. Российскую экономику перестроили под войну. Все перестроили под военно-промышленный комплекс. Война интереснее, война нужнее. Война позволяет всех контролировать и держать под прессом. Никто не пикнет, никто не встанет. Если закончить войну, тогда в какой-то момент люди начнут как-то приподнимать ухо. И что-то начать обсуждать. Сейчас понятно же, что никто ничего не обсуждает, потому что не время. Моя любимая фраза: все понимают. И все будут все понимать, пока будет продолжаться война. Поэтому лучший самый способ ее не заканчивать. Зачем ее заканчивать, если целью войны является война? Целью войны не является Украина. Зачем завоевывать Украину? Зачем завоевывать Покровск, Харьков? Зачем? Что потом с этим делать? Что-то делают с Донецком, что ли? Ничего не делают. Война – это образ жизни. Процесс всегда важнее, чем результат. Если я правильно поняла пафос книжки «Темная сторона Земли», он про то, что в какой-то момент народ устал бояться, люди устали жить в ситуации, когда никто не верит в то, что декларируют, и
чуть ли не сам народ закончил советскую власть. И как будто бы ты предлагаешь читателю, причем, на мой взгляд, в основном иностранному, поверить в то, что и с нынешней российской властью такой фокус будет возможен. Да, мне кажется, что там просто сильно больше героев, и у них разные траектории. Но да, она, конечно, про то, что будущее определяется тем, во что мы верим. И вера не в религиозном смысле, а вот во всех смыслах, в философском плане, определяет, формирует будущее. И там как бы я специально начал книгу 60-х, потому что там, в 60-е сначала люди перестают верить в коммунизм. Но все равно верят в Гагарина. Ну да, то есть Гагарин — это единственное светлое, но это совсем как бы не советский образ. Гагарин — это советский Элвис Пресли, и он как бы совсем по-другому выглядит. Элвис Пресли не стоил ни одной человеческой жизни, а полет Гагарина в космос стоил такого количества крови и слез, что трудно себе представить. Я просто не разделяю вот такой эйфории по поводу полета Гагарина в космос, и меня поэтому в книжке это тоже немножко смутило. Ты знаешь, там у меня много есть примеров людей, которые не разделяют эйфории. Да-да-да. Наум Каржавин и Александр Солженицын, которые говорят, что все это фигня и вообще... Я не считаю, что фигня, но я считаю, что это как раз пример очень советского подхода, что вот мы хотим звезды, поэтому сколько мы людей угробим для этого, совершенно не важно. Знаешь, он советский, но он при этом не совсем советский. Самая знаменитая фраза об этом, она принадлежит президенту Кеннеди. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь делать для страны. Это же абсолютно советская фраза. Это лозунг всего советского военно-промышленного комплекса и всего остального. Полет на Луну был ровно точно так же организован мотивационно, как и полет Гагарина. Поэтому любая страна, которая называет себя родиной, ведет себя так. И да, то есть очень важная идея, которую я сформулировал, последний, на самом деле. Я уже написал книжку, и самое последнее, что я придумал, это вот этот подзаголовок для русской версии. История того, как советский народ победил Советский Союз. Мне очень важно было... То есть в англоязычной версии этого нет? В американской и в английской версии даже подзаголовки разные. То есть я предлагал разные варианты, издатель, как правило, выбирает то, что ему кажется с маркетинговой точки зрения, как и обложку, например. Но и там я их очень долго мурыжил, потому что я утвердил только 8-ю обложку, мне кажется, американскую. А русскую? А русскую еще сложнее. Просто в русской версии я соиздатель. То есть я и «Медуза», мы вместе это издаем. И мы чуть не убили все друг друга, но в итоге остановились на обложке, которая нам всем нравится. С портретами Пугачева, Горбачева, Цоя и Гагарина, собственно. То есть ты действительно разделяешь идею о том, что это не революция сверху, которая была проведена там цыковской верхушкой, потому что они понимали, что прошлая конструкция не работает, а это народ устал. Знаешь, это и так, и так. С одной стороны, это не случилось бы, если бы не Горбачев. Не Горбачев, Яковлев там это чуть шире, чем Горбачев, потому что я всегда люблю всматриваться и видеть за одним человеком всю кремлевскую рать. В случае с Горбачевым у него была интересная команда, которая его как-то сформировала. Потому что в этом смысле он как молодой папа. Никто не ожидал от него ничего, и он сам не ожидал от себя ничего, у него не было никакого плана. Он был идеальный советский чиновник, вообще был он кристально чист и свободен от любых убеждений. И понял, что ему нужны какие-то убеждения и принципы уже когда там оказался. И, конечно, без импульса, то есть без Чернобыля, который вдруг настолько ужаснул Горбачева и привел его к мысли, что он сам не может выяснить, что же произошло. Как же так можно жить, если невозможно докопаться до правды даже ему? Яковлев нашел Коротича, огонек, и началась вот эта свобода слова гласность. И гласность, конечно, всем взорвала мозг. И без этой атмосферы, которую создала свобода слова, все дальнейшее было бы невозможно. Но когда так много людей, которые в ситуации цинизма, беспросветности, безнадеги вдруг смогли найти для себя какой-то образ будущего, свободного, достойного, демократического или какого-то человеческого, они вдруг, очень много людей, увидели для себя какой-то свет в конце туннеля. И дальше вот эта среда, всеобщая вера, она, конечно, очень сильно повлияла на то, как закончился Советский Союз. Если к твоей книге приложить книгу Алексеевич,
про время секонд-хенд, то вот тут получится объемный портрет, потому что в книге Алексеевич... Алексеевич пишет про 90-е только. Нет, она пишет и про 80-е. У нее книга начинается с перестройки и заканчивается уже 2000-ми годами. Ну, в основном ее фокус на тех людях, которые тяжело переживают 80-е и 90-е. распад Советского Союза и не могут пережить вот Да, это. и не могут испытывают пережить. тоску от того, что то, во что они верили, Да. навернулось. Вот так Да, вот. да. И получается, что никакого образа будущего и никакого перспективного развития не было им предложено. И, ну, на мой взгляд, конечно, сам народ ничего не хотел. Ну, это вопрос, что такое народ? А что такое народ? Без меня народ не полный. Все люди – это народ. В этом смысле и профессура в Москве, и рокеры в Ленинграде, и все остальные – это тоже народ. И в этом смысле, конечно, у меня книга, она не про широкие народные массы. Она в основном про властителей Думы и кумиров миллионов. То есть там Цой, он супер важен, потому что 30 лет после распада Советского Союза диджеи в Минске включают песню «Перемен» и получают срок за это. И Цой, который говорил, что вообще ничего не имел в виду. Да вообще это не про перестройку и не про политику. Хотел, не хотел, ну как бы вот он как-то что-то сформулировал. И спустя 30 лет песня «Перемен» по-прежнему у всех ассоциируется со свободой и с политическими переменами. Ну, не получается ли так, что ты в ту рамку, которую ты себе задал, ну, подарочная надежда для нынешних людей и на Западе, и в России о том, что все скоро закончится и закончится как-то к лучшему. И ты в эту рамку вкладываешь те элементы мозаики, которые хорошо подходят, чтобы из букв Ж, О, П и А выложилось слово «вечность». Ты знаешь, во-первых, это моя книжка. Какую рамку захотел, такую то есть, и это при том, что это нон-фикшн, но это все равно это моя книжка. И, конечно, с каждым из героев, пусть они не придуманы мной, но у меня, конечно, есть с ними отношения какие-то. Я их как-то выстраиваю, я их всех должен как-то полюбить, когда я пишу эту книгу. Тем более, что в этой книге очень много моих конкретных историй моей жизни. Это первый раз в жизни я осмелился не делать вид, что я на расстоянии, а я просто вот пишу про себя. Была ли у меня какая-то цель? У меня была цель скорее написать про то, что все зависит от людей, что это не ЦРУшный заговор, и не план Даллеса, и не жидомасоны, и не сионские мудрецы, и не бездушная поступь истории, и не рок, и не 3 пьяных мужика в Беловежской пуще развалили великую страну. Это мой творческий метод. Я всегда приближаю настолько, чтобы увидеть, как отдельный какой-то человек неожиданный делает в какой-то момент выбор, из-за которого потом меняется судьба миллионов. И этот человек – это не Михаил Сергеевич Горбачев или не Владимир Владимирович Путин. Это разные люди, и от каждого человека может что-то очень большое зависеть. И вот сочетание тысяч этих выборов, тысяч этих решений, которые приняли люди, меняют историю. Мне было очень важно написать про людей. Они могут и хорошее, и плохое. И там хороший конец у этой книги, мы все понимаем, что нет, у этой книги плохой конец. Я в конце пишу, что в целом из сегодняшнего дня ГКЧП победил. Я все последние годы брал интервью у кучи людей, и в том числе у нескольких членов ГКЧП. И они на моих глазах расцветали. Из-за согбенных стариков, которые как будто из книги Алексеевич ровно оттуда вышли, и вся жизнь зря. И они вдруг, их открывались глаза, и они понимали, что все не зря. Они понимали, что их курс победил. Это ГКЧП подъехало. Да. Это рык истории. «Темная сторона Земли» – это книга о том, как развалился Советский Союз. И внутри есть какая-то такая история про то, что и слава богу, что развалился. Но если бы у тебя была возможность решить, ты бы развалил или оставил? Не знаю, смотри. Это книга о том, как люди мечтали и о чем они мечтали. И на самом деле мы знаем, что все, о чем они мечтали, не реализовалось. Поэтому это такая очень грустная книга, но про то, что можно ли победить чудовище, можно. Можно ли доползти до того момента, когда система, которая тебя перемалывает, развалится, не перемалывав тебя? Можно. Грустность этой истории в том, что но и в этот момент не нужно начинать праздновать, а нужно продолжать с той же скоростью бежать и с тем же упорством бороться, потому что нету момента, когда хэппи-энд и титры пошли.
всегда нужно продолжать то же самое. С твоей точки зрения, точка невозврата вот той радости, тех надежд и тех перспектив, которые давала перестройка, в какой момент наступила? Получается, так вот по-хорошему, наверное, что точка невозврата – это приход Путина. Ну так вот, если бы уже все. Да? Тут кто на ком стоял? Путин был бы невозможен без Ельцина, Ельцин, который назначил Путина, и был бы невозможен без 96-го года. Читаем твою книжку «Все свободны». Да, то есть вот как бы я хотел тебе сказать, что 96-й год, но как бы, и до 96-го года много всего. Был 93-й. Да, но если говорить про точку невозврата, так много все время развилок, там можно ли было, не знаю, возвратиться. Будь у Ельцина другой преемник в 99-м году. Было бы другое дерево проросло бы. Я большой фанат, как бы исторически, Виктора Степановича Черномырдина. Я бы у него брал интервью, и он мне произвел какое-то колоссальное впечатление. Мне кажется, что это интересная фигура. Он как бы такой самоучка, крестьянин, который сам дошел до всего того, чему учат в университетах. И как бы какой-то двигался на ощупь. И как бы и к тому же пришел, к чему и многие ученые или там какие-то его юные, куда более образованные подчиненные и министры пришли. Знаешь, мне он страшно симпатичен. Вот эта история, за которую на самом деле его все страшно шеймят и считают, Буденновск. что... Ну, конечно, Шамиль Басаев, ты меня кажется, слышишь. что это великая история. Человек, который не побоялся в прямом... взять на себя ответственность. Главная, невозможная вещь и в сегодняшней России, в Советском Союзе, взять на себя ответственность, да еще в прямом эфире, вести переговоры ради того, чтобы спасти людей. Да. Невероятный героизм, мне кажется. Вот одно вот это уже просто само по себе супер круто. Стань Черномырдин преемником Ельцина. Черномырдин был бы логичным кандидатом в президенты в 1996 году. У него был рейтинг выше, чем у Ельцина. Как мы знаем, у Ельцина там был 6%, а у Черномырдина был самый большой. И его они сами при этом потопили немножко, когда «Наш дом Россия» провалился на выборах, и потом все. А кто его топил? Кто был против? Кто только и не был против. Все окружение Ельцина, семья, она зародилась из этой кампании. До этого не было семьи. Но до этого была протосемья. До этого был Коржаков. И Коржаков, конечно, был первым, кто начал интриговать против Черномырдина. И носить Ельцину компромат. И как раз основа компромата на Черномырдина было то, что в окружении Черномырдина про него говорят как про будущего президента. Что для Ельцина было главным смертным приговором, просто убойным аргументом. Он собрался на мое место, и все. И против Черномырдина очень долго это шло, и убили его в итоге как премьер-министра Татьяна Борисовна, Валентин Борисович и Борис Абрамович. У тебя, это широко известно, что у тебя очень плохие отношения с Юмашевым и Татьяной Дьяченко. Я бы сказал по-другому. У меня с ними нет отношений. Они на меня обиделись за книгу «Все свободны». Ты не пытался эти отношения наладить? Я не понимаю, что наладить, потому что они не хотели мне давать интервью вообще. Татьяна Борисовна делала все, чтобы мне не дать интервью. Почему? Наверное, она думала, что книга, которую я напишу, им не понравится. Потому что у них есть генеральная линия, описанная в некоторых книгах, показанная в некоторых фильмах. Вот сейчас вышел сериал «Не прошедшее время», и это была и есть генеральная линия, да. Это про то, что рукопожатие было крепкое, Борис Николаевич сам принимал все решения, и все это никакой семьи не было. А Путин зародился от грязи потом. Не надо гадалки ходить, чтобы догадаться, что... с их точки зрения, что вряд ли я буду свято следовать этой генеральной линии, потому что я собирался брать интервью еще у 100 других людей. И как тут ни крути, много разных источников, которые не подтверждают их версию. То есть, если бы они не дали интервью, то они бы тем самым очень сильно подорвали бы доверие ко мне. Понятно, что там его читать? Он даже не потрудился взять интервью. Поэтому мне принципиально казалось, что я должен, как честный человек, в любом случае брать интервью. А у них обоих. И в первую очередь у нее. Был ковид, они были на Сен-Барце, далеко, но мы по WhatsApp с Валентином Борисовичем разговаривали.
Но я просто потом слышал разные толкования, что я втерся в семью и много часов за дружескими ужинами сидел, как бы вообще никогда в жизни у меня не было ни одного ужина, ни одного приема пищи, завтрака. Мы разговаривали по телефону. И потом, в какой-то момент, только после того, это странное очередное событие было, книга еще не вышла, но она была проанонсирована, и компания «Кинопоиск», то есть Яндекс, захотела снять сериал. Мы подписали договор, и об этом было написано в СМИ. И это вдруг как-то их переломило. Они поняли, что если будет сериал по книге, то им, если не можешь с чем-то бороться, лучше это возглавить. И Татьяна Борисовна дала мне интервью и попросила меня в знак благодарности прислать им книгу, чтобы чтобы мы проверили ошибки. Я сказал, конечно, я с удовольствием всем. Я и так раздаю написанную книгу. Я всегда, когда заканчиваю книгу, я объявляю open call, и в Фейсбуке просто мне люди пишут. Я, как правило, знакомым людям рассылаю, чтобы они мне присылали фидбэк. Поэтому я подумал, что я разным людям рассылаю, и вам, конечно, тоже пришлю. И Чубайс послал, и им послал. И потом, это было очень смешно, потому что у меня начался ковид в этот момент. Я ровно в самые тяжелейшие дни, когда я прямо умираю, но каждый день, в 10 утра, по-моему, у меня был зум с ними, и они строчка за строчкой, абзац за абзацем мне комментировали, это неправда, это полная чушь. И вот тут у нас вышло с ними недопонимание. Потому что они, видимо, думали, что на их «это неправда» я буду вычеркивать те предложения, про которые они говорят, что это неправда. А я вместо того, чтобы вычеркивать то, что они опровергают, добавлял их комментарии, что они это опровергают. То есть я давал их точку зрения, сохраняя противоположную. Вот именно в этот момент у нас из-за этого моего решения мне очень жесткое письмо написал Юмашев, настолько жесткое, что, окей, я сожалею, но я считаю, что я не нарушил никакой этики. Я наоборот, сделал все, чтобы этически им дать возможность высказаться. Но когда у меня есть слово против слова, я дал оба слова. Читатель разберется. В новейшей российской истории есть много загадок, но одна из самых, наверное, серьезных заключается в том, что было у Путина на семью, что он не дал себя сковырнуть. А как они могли его сковырнуть? А они при этом что? Они кто? Они люди, которые на силу унесли ноги в этом смысле. То есть по состоянию на начало 99-го года, их перспективы были чудовищными. Примаков, как говорил Евгений Алексеевич Киселев, человек, обреченный стать следующим президентом России. Это он говорил про Примакова. Все выглядело вообще для них катастрофически. И то, что они каким-то образом во многом усилием Березовского и других людей, Волошина, Абрамовича, не только своими голыми руками, потому что они унесли ноги и не повторили судьбу семьи Брежнева, это чудо. В любом случае, новый президент, который становится президентом, он уже президент. Они в момент, когда сдали ключи, они их потеряли. У них уже не было никакой возможности никогда его сковырнуть. То, что сейчас начались гонения на Ельцин-центр, а все это время Горбачев был плохой, в официальной повестке, а Ельцин был нормальным президентом, у которого есть целый президентский центр, и, в общем, память о нем сохраняется, и все помнят только хорошее, ничего плохого. То, что сейчас начались уже эти гонения, значит, что и эта часть истории будет переписана? Мне кажется, что это скорее для видимости гонения. Я не думаю, что Ельцин-центр будет закрыт. Или я не думаю, что будет там... по крайней мере, я не думаю, что будут какие-то уголовные дела против по-настоящему важных людей из семьи. Никита Михалков может обрушиваться с высоты, потому что он конкурирующая семья. Он считает, что его семья правильная, а та семья неправильная. Но это же не генеральная линия партии. А ностальгия у тебя есть? Ты знаешь, у меня странным образом я подменил себе воспоминания о Москве воспоминаниями о Берлине. Поэтому я, когда приезжаю в Берлин, у меня есть ощущение, что я приехал на историческую родину. Бывает такое, когда услышишь какую-нибудь песню, какую-нибудь музыку,
которая ассоциируется с прежней жизнью, когда было другое будущее. То есть у меня ностальгия по не случившемуся будущему. Но люди в эмиграции обычно делятся на тех, кто говорит, что мы еще вернемся, и на тех, кто говорит, что бы ни случилось, больше никогда. Ты где? Я не так. Я допускаю, что я еще вернусь. Но я не жду этого момента совершенно. У меня в первый год была шутка дурацкая совершенно. Но я ее только членам своей семьи говорил. Что когда Навальный выйдет из тюрьмы, и если он мне позвонит и скажет: Миша, давай, нужно поработать министром иностранных дел, тогда я вернусь. Ну, смотри, я думаю, что неправильно психологически ждать возвращения. Жить на чемоданах совершенно не нужно. Опять-таки, когда в последнем письме, которое я получил от Леши, он писал мне из Харпа, а я уже переехал в Нью-Йорк. И там вот ровно он писал о том, что типа, молодец, правильно, что переехал. Нужно жить в том месте, где ты можешь реализоваться, где ты можешь интегрироваться. Нужно учить языки для того, чтобы ментально сохраниться, чтобы развиваться. И если будет момент, если придет день, когда ты сможешь помочь России, ну, чтобы в этот момент ты был готов, чтобы ты был в форме интеллектуальной, физической. Нужно поэтому не запираться в гетто, не прозябать, не унывать, не умирать, не жить в каком-то исключительно русскоязычном загоне, а нужно вместе со всем миром идти в будущее. И в конце у него еще была шутка, типа, хорошо, что ты будешь писателем в Америке, только не будь Довлатовым, будь Набоковым. Я в буквальном смысле воспринял его рекомендацию, прочитал всего Набокова. Ого! Ну, уже, да, переехав сюда. И потом я обнаружил то, что я поселился в Нью-Йорке фактически от первого адреса Набокова, ну вот в нескольких кварталах. И в целом я, когда читал Пнина, у меня было ощущение, что это книжка про меня. Это такой страх иммигранта. Когда ты раньше был кем-то, а теперь стал куда более смешным и нелепым персонажем, и даже себе не отдаешь этого отчета, и мыкаешься, как-то пытаешься снова вписаться или как-то снова взобраться туда же, где раньше был. Ну так-то ты счастливый человек? Я счастливый человек по умолчанию. Но вот ты вспоминала интервью, которое я давал в Москве. Конечно, много прошло с тех пор. Но, с другой стороны, у меня есть ощущение, что мне снова 25. В эмиграции жизнь почти с нуля начинается. Тебе нужно все заново, вот это все, снова всем, еще раз всем все доказывать. Еще раз весь этот путь нужно снова проходить. Заново нужно обретать новых друзей, новых каких-то... Вот это все, ничего нет. Я сейчас примерно в состоянии, как будто я закончил университет. Очень хорошее состояние, мне кажется. Но такое, есть ощущение дежавю, что как бы я в этом месте уже был. Это кино я уже смотрел. Но снова, еще по второму разу, ну, как бы, если для себя такой рефрейминг сделать, что это не то, что тебе не повезло в жизни, просто тебе снова 20 лет. 25. 25. И ты снова живешь эту жизнь, снова не студент, но выпускник. А чего ты ждешь от будущего? Ну, я думаю, что в какой-то момент все-таки все поменяется. И все явно поменяется после смерти Путина, например. Я думаю, что должны быть какие-то еще другие конфигурации, другие черные лебеди, которые тоже могут все поменять. И у меня не хватает фантазии на то, чтобы придумать черного лебедя. Но мне повезло, я не писатель-фантаст. Я пишу про то, что правда было. Мне не нужно придумывать будущее. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие или справедливость? Я сколько раз слушал и... Милосердие. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Жизнь показывает, что правда. Родина или истина. Истина. Что оказалось самым важным в жизни? Самым важным в жизни является... то, что ты не знаешь, сколько она будет длиться.